Итак, у нас Харон, да, паромщик Харон, который переводит души в мир потусторонний, в мир мертвых. И, естественно, он должен быть как главный персонаж здесь, поскольку мы сегодня говорим о душе. Точнее, отвечаем на вопросы, которые вы задали. Я просила вас всех, перед тем, как задать вопрос, обязательно просмотреть прямые эфиры, посвященные этой тематике, чтобы знать уже, что спрашивать и так далее. В принципе, все, что мы будем сейчас говорить, уже обсуждено. Сегодня не традиционно, не у костра. Да, не у костра. Сегодня сильный ветер, и мы как бы... Да, мы не будем рисковать, рядом лес, поскольку мы бережем природу, сами понимаете. Вот, и все эти вопросы, в принципе, уже обсуждались мной, и очень много прямых эфиров, и тем, где я затрагивала эти вопросы. Но в любом случае, как бы там ни было, мир духов, да, потусторонний мир, и вообще куда уходят души людей после смерти, он очень интересен, и тема эта очень интересная, неисчерпаема. Мы можем иметь эти сведения и знания, опираясь на опыт поколений, на то, что нам говорили, оставили. Никто оттуда не вернулся и нам не рассказал. Но, учитывая то, что мы слышали, знаем, изучали, вот из всего этого мы узнаем очень много информации и передаем вам. Ну, кроме того, не забывайте, что у таких людей, как я, открыто видение, да, и вы уже не раз об этом слышали, видели и убеждались, когда я читала у людей жизнь как открытую книгу, естественно. Это говорит о том, что вот почему обращались к людям знающим, чтобы понять, что там происходит в мире духов и что вообще там на самом деле, к знающим людям. Потому что знающие люди, они видели этот потусторонний мир, у них есть сведения, информация, им раскрыт мир и мироздание. И, естественно, то, что они говорят, это и есть истина. То есть от них можно узнать очень много сокрытого, тайного, о чем не сказано нигде. Итак, одну часть вопросов мы сегодня, озвучим, потому что очень много. Очень много, поэтому мы не все успеем. И, скорее всего, даже не за один раз, и не за два. Тысячи вопросов, поэтому пока что первую часть мы с вами проводим, а потом, естественно, все эти проведем, вне сомнения. Итак, начнем я. Я буду читать, и вы потом напишите, меня хорошо слышно или нет. Дедушка, мамин отец, в молодости учился у одного муллы, изучал Коран и основы религии у мусульман. Дедушка рассказывал своим детям то, что его поразило во время учения. Умерла женщина, и отпели ее, повезли хоронить. Мулла возле могилы снова читал молитвы. Попросил дедушку, молодого парня и его ученика, держать за уздечку крепко коня. И предупредил не отпускать ни при каких обстоятельствах. После того, как все люди покинули территорию кладбища, мулла снова начал читать молитву. При этом конь начал вырываться. Мой предок был сильный, он еле сдерживал коня, измучился. Когда мулла закончил читать Коран, он был вспотевший и очень уставший. Дедушка спросил, что случилось? Почему конь вел себя странно и как понимать все это? Мулла ответил, во время прочтения Корана Бог оживил наполовину женщину, велел ей присесть и задавал вопросы. Почему она делала аборты, почему она вытирала стол тряпкой и этой же тряпкой вытирала посуду, и много других вопросов. При этом женщина плакала и объясняла причину таких поступков. Мулла, читая молитвы, просил за душу женщины, чтобы Аллах был милостив. Этот рассказ передается у нас в семье. При этом дедушка говорил, что раньше муллы все были сильными и знали, как просить за человека. Сейчас же нет таких. Хотелось бы узнать, правда ли это, можно ли было оживить человека в могиле. В Восточном Казахстане, когда делают могилы, делают внутри небольшой подкоп сбоку, куда может человек уместиться и присесть. Присесть, если он живой, живем похоронен, поскольку в исламской традиции нельзя человека, нельзя вскрывать человека, и поскольку нельзя вскрывать, именно в морге, собственно говоря, узнают, человек умер или не умер. Когда везут тело в морг, первым делом делают небольшой разрез на руке человека. Если кровь
стекла, значит, человек живой, значит, у него клиническая смерть, ну, летаргический сон, извиняюсь, летаргический сон, да, мало используют это слово. И поэтому, естественно, его оживляют или ждут, пока он проснется, да, и вот там под искусственное дыхание. А в исламе этого нет. И боясь того, что человек может живым быть захороненным, делали такое маленькое, то есть место оставляли для воздуха, что если человек проснется, ему хватит воздуха для того, чтобы успеть. И при этом, что еще делали? Втыкали определенную палку, которая доходила до тела человека, и на конце этой палки привязывали колокольчик. И если человек просыпался, он начинал дергать, значит, эту палку, и звенел в колокольчик. Как люди понимали, что это надо делать? По простой причине. Они всю жизнь это слышали, что перед смертью хоронят, специально ставят. И вот есть такая палка, на которой привязан колокольчик. 3 дня родные и близкие дежурили на кладбище по очереди. И если колокольчик звенел, то человека вытаскивали. То есть в древние времена у бедуинов в основном бывали такие моменты клинической смерти, поскольку у них жарко, у них климат такой, и человек мог отключиться, и, ну, могли бы принять это за смерть. И поскольку потом так получалось, что, ну, видимо, история не раз повторяла, что люди живые были закопаны, да, это слышали, откапывали и так далее, дабы подстраховаться, они вот это делали. Если человек в течение 3 дней не проснулся, значит, он умер. Действительно умер. Потому что вскрывать было нельзя. И человека сразу хоронили. По исламской традиции, если человек умер днем, его должны хоронить до того, как солнце сядет. Правда, сейчас не везде это соблюдается. Ну, не получается уж все это соблюдать. Но вообще заядлые исламисты из древних времен хоронили человека в течение дня, пока солнце сядет. Женщинам почему не разрешалось на кладбище? Считалось, что женщина, дающая жизнь, женщина не должна видеть смерть. Она не должна вообще прикасаться к силам смерти, иначе у нее род начнет идти, то есть к смерти, а не к рождению детей. Если они хотели, чтобы их жены были плодоносные, если бы они хотели, чтобы их род был долгий, счастливый, крепкий, женщина не должна была вообще соприкасаться с силами смерти. Поэтому женщин не пускали на кладбище, на похорон, никуда. Они могли оплакивать, и все. И потом забирали, значит, читали молитву и хоронили. Неважно, кто был покойник, женщина, мужчина, женщинам туда нельзя было идти. И сейчас так. Ну, сейчас уже нарушается традиция, там ходят женщины, ухаживают за своими там детьми, погибшими, там, умершими и так далее. Но вообще по традиции это было нельзя. Так вот, о чем речь? То есть вот эта часть я вам объяснила, да? Почему вот это вот оставляет вот это маленькое окошечко воздуха. Такого воздуха хватает на, ну, час-два достаточно, чтобы человек, проснувшись, понял, в чем дело, начал дергать, звонить, и его вытащили. Потому что в течение 3 дней, если он не проснулся, невозможно, ну, воздуха не хватает, он в течение 3 дней просыпается. Теперь, о чем дальше? Насчет муллы. Почему муллы и вообще священники, да, раньше были сильнее? Почему о муллах, о священниках древних времен рассказано очень много всякого, что они обладали чудотворным даром, они могли излечивать и так далее. Это даже независимо от религии. Понимаете, как у человека сила, когда он далек от мирских пороков. Например, вот люди силы. Почему я говорю, что люди силы не могут быть развратные, люди силы не могут выпить по праздникам это одно, но пить вообще, выпивать день и ночь. Люди силы не могут быть гуляки. Они должны больше уделять время работе, чем развлечениям, например. Они могут там раз в полгода куда-нибудь выйти на 2-3 часа. Это ни о чем не говорит. Дальше. Люди силы не могут быть другой ориентации. То есть они тем самым нарушают настоящие законы мироздания и баланс, да, и отключаются у них эти знания. Люди силы не могут себе татуировки делать. Понимаете, вот эти татуированные зечки, которые сидят и говорят о силе, о знаниях,
Есть определенные тату, которые наносили себе, да, с Шаманы. символикой, да, шаманы и так далее. Но символикой определенное место. Но те, которые вот эти вот тату, не забуду мать родную и все такое, вот это вот все людям силы, это Черепа себе там. не присуще, да, не присуще. Они должны быть дальше, далеко от мирских похотей, тогда у них эта сила, эта энергия, концентрация энергии сильна. Ведь человек, который пьющий, да, человек, ну, имею в виду, вот прям хорошо пьющий, гулящий, у него нету такой концентрации, у него сознание в спящем состоянии, а у него сознание должно быть очень сильное, чтобы повлиять на другого человека, твое сознание должно быть очень трезвое, очень сильное. Так вот, имеется в виду, что вот в древние времена муллы, священники были далеки от мирских вот этих похотей. Но не все, конечно, тогда тоже были развратные, грязные люди, и лицемеров было не меньше. Но в основном фильтрация была очень жесткая. И держась подальше от вот, мирских пороков, они внутри развивались, у них усиливалось это знание. Если изначально у них было какое-то, было что-то дано им, это усиливалось. И они могли видеть, они обладали вот этим способностью ясновидения. Так вот, вот этот обряд, что означает этот обряд? Смотрите, конечно же, женщина не села, не поговорила. Он увидел душу женщины, которая мучается и боится уйти в мир иной. То есть, смотрите, для чего нужны муллы, священники, по сути? Согласно, скажем так, что я хотела сказать? Уже забыла, вот читаю. Для чего, да, нужны священнослужители, муллы, согласно религиям. Они должны проводить душу человека в мир иной. То есть, чтобы человеческая душа не боялась уйти в мир иной, не боялась смерти и спокойно ушла. Они отпевают и они отправляют душу в потусторонний мир, в мир иной. Вот этот мулла, что он сделал? Он пока отпевал, пока начитывал эту молитву, он услышал, он увидел, он понял, чего боится душа этой женщины. И душа этой женщины просто рассказала ему, что она не то сделала и за что она боится отвечать. То, видимо, он просто скрыл более такие пороки, да, сказал менее такие, которые можно было молодому человеку сказать, что вот неправильно она жила и теперь боится уйти. И он молился, просил за нее, чтобы ей беспрепятственно дали возможность, да, облегчить уход. Потому что держаться им в этом мире душам очень просто физически больно, можно сказать. А вот конь, то, что прыгал и все такое, так это, понимаете, как животные же видят то, что мы не видим. Они видят духов, которые пришли забирать эту душу. Просто конь видел этих духов. И когда мулла разговаривал, просил за нее, хотел отправить ее, пришли эти силы, которые ее забирали на суд, на потусторонний мир, как хотите. И, естественно, конь, видя это все, начал кричать, ржать. Он хотел убежать. Потому что, еще раз говорю, животным видно то, что нам не видно. Он призвал эти силы, чтобы эти силы взяли душу этой женщины и забрали с этого физического плана, то есть забрали туда, чтобы эта душа, чтобы не висела между мирами, это тяжело висеть между мирами. То есть облегчение он давал. А для этого нужно было звать определенные силы и отдать этим силам эту душу в руки, чтобы те забрали. И поскольку конь видел эти силы, конечно же, он ржал. Но мулла почему объяснил так молодому человеку? Ну, он объяснил так, как нужно было объяснить с точки зрения религии, что вот я там поговорил и молился Аллаху и так далее, и так далее. Но он не мог объяснить с точки зрения ведьмы, что это духи, что это стражники, да, это было бы непривычно. По религии нужно говорить, что кто ангелы, Бог и так далее. Вот, собственно говоря, я вам ответила. Давай дальше. Души нерожденных детей просят за маму, молятся на том свете. Правда ли это? Вы знаете, я помню, одна у нас великая ведьма всея Руси. Правда, ее популярность резко упала с моим появлением. Ну, это не удивительно. Она говорила, что нужно отмаливать
абортированных детей, младенцев. То есть отмаливать, чтобы их душа не попала в ад. Вы вдумайтесь в эту ересь. То есть, во-первых, что сделали эти дети, чтобы в ад попасть, который не существует на самом деле, совершенно другой план, я потом объясню. И что их нужно отмаливать. Самое интересное, церковь тоже об этом говорит. Я видела много сумасшедших баб, которые держали плакаты, говорили: отмолите младенцев нерожденных от ада. Ребенок, ничего не сделавший, от него избавились, его еще нужно отмаливать от ада. Ересь какая-то. Мол, он не крещенный, как достали с этим крещением. Прям, знаете, вот эта пропаганда, знаете, пиар-акция церкви, которая длится 2000 лет, что все только крещенные спасутся, только у крещенных прекрасная жизнь. А мы все прекрасно видим, какая прекрасная жизнь у очень верующих людей с голодными глазами, с ненавистью, завистью, проклятиями смотрят на тех, кто в этой жизни поднимается, да? Желая им ада и вечных мучений. За что, непонятно. Вот. Так что, да, не будем о этих верующих людях. Тошнит от этих верующих уже. Нет. Если душа не родилась в этом мире, значит, этому человеку не суждено было жить. Вот и все. Но его очередь на появление на свет прошла, как бы, да? Его очередь, да. Его очередь прошла. Почему не дали этой душе родиться? Где-то, может быть, общество виновато, что женщину не поддержали, не помогли, ей некуда было деваться. Где-то женщина сама порочна, и эта душа не захотела родиться у этой матери. Просто в физическом плане решила умереть и уйти обратно. И такое возможно. Бывает, что души передумывают прийти в этот мир. Вот им дают возможность прийти. Не каждая душа, вы запомните, любая из вас, которая родилась в этот мир, или любой из вас, это есть сильная душа. Я же вам сказала, это избранные души. Даже последний бомж, который в этом мире, это избранная душа. Ему дали возможность прийти в этот мир и заслужить себе более лучшее место. То есть жизнь, вот наш мир, это место испытания для души. Человек приходит в этот мир. Испытание не обязательно день и ночь плакать, бить себя по голове, волосы драть. Нет. Доказать, что ты можешь, да, на что ты способен. Вот данную тебе жизнь ты как потратишь? Что ты сделаешь хорошего для мироздания и уйдешь уже туда, уже будучи берегиней рода, уже имея родовые связи, потому что ты здесь рождаешься, да, в чем-то роду, ты становишься роднёй чьей-то. У тебя внуки, правнуки должны быть. Или если нет у тебя детей, то хотя бы родственники должны быть и так далее. Тебя отправляют сюда, и это храбрая душа. И прежде чем прийти, вы приходите сюда, у вас стирается память, остается самая-самая такая подсознательная память, о которой, собственно говоря, вот некоторые там моменты, которые называют врачи дежавю, то есть вы были в этих местах. Ваша душа бродила по этим местам, и вы знаете эти места. Стирается основная память, остается только подсознательный. Но когда человек умирает, он сразу, когда его отправили на эту землю, кого он там любил, кто его там ждет, сразу вся эта вот эта система памяти у него включается. Он как бы отключен, знаете, так спит, закрыто. Но вот смотрите, почему у человека появляются такие непонятные видения, например, да, или сны, или люди, которых он не знает, вдруг он вспоминает, что вот был такой человек, я знаю этого человека. А потом открывает, смотрит там по телевидению, да, есть такой какой-то писатель, оказывается. А откуда я его знаю? Почему я даже не знаю его имени, поняла, что есть такой человек и начала искать его. Я вам объясню, что это. Это означает одно. Значит, смотрите, следствие определенного стресса. Вот человек попал в аварию, он испытал стресс, его организм, его подсознание испытали стресс. Вследствие этого стресса как будто замок падает, и открывается память души. И человек думает, я схожу с ума, у меня какие-то видения. Я каких-то людей вспоминаю, которых я никогда не видела, как будто я их знаю. Я начинаю искать, некоторые из них жили в средние века, некоторые из них сейчас живут. Я их узнаю, потом начинаю искать, и оказывается, они действительно существуют, это не бред.
Это память вашей души. Вот все, кого вы знали, все души, которые вы знакомы там, и вы знали, кем они родились здесь, как их зовут в этом мире и так далее, эта вся память резко у вас открывается. У кого-то на некоторое время, у кого-то на всю жизнь. И они уже мучаются с этим, понимаете? Вот это и говорит, что после аварии, после какой-то катастрофы какой-то дар открылся, что-то там. Это не дар, друзья мои. Это память души, которая открылась, которая вам в этом мире совершенно не нужна, но она вас мучить будет. Потому что такая информация, которая сыпется на смертного человека, она просто, ну, как бы лишняя, вообще ненужная. Но человек с этим живет и начинает видеть всякие видения и прочее, прочее. Оно ему ни к чему. Он этим не может ни пользоваться, ни другим помочь. Нет, все думают сразу, что у них какие-то Нет, способности. нет, это не способности. Наоборот, это нехорошо, потому что реально вы просто видите какие-то тени, какие-то сущности, какие-то звуки, какие-то странные сны, какие-то вещи, то есть вам приходят. Но это вам настолько не нужно, то есть вы этим никому не поможете, потому что она ни к чему. Ну, чем ты поможешь человеку, кому-нибудь, рассказав о том, что ты знаешь какого-то Василия Петровича, действительно где-то встречался, тебя за сумасшедшую примут, да? Какой смысл, какой толк человечеству от того, что ты там кого-то увидишь и так далее? Но в то же самое время и тебе это не нужно, оно мешает жить. То есть это память души. О чем мы говорили? А дети молятся ли они Да. за своих матерей? Так что те дети, которые не пришли в этот мир, они передумали просто. И под воздействием различных обстоятельств не родились. Не захотели родиться. Они имеют право отказаться, не захотеть прийти в этот мир. Вот и все. Есть один персидский поэт, я не помню сейчас. Ой, сейчас не помню, если честно, Гургани, по-моему. И вот пару строк вам скажу, хотя это поэзия, некоторые воспринимают это как просто, ну, как стих, но если так покопаться, там есть очень глубокий смысл как раз о том, что я говорю. Он пишет о своей дочери новорожденной, которая через несколько часов после рождения умерла. И он пишет: «Моя мудрая, дальновидная дочь, придя в этот мир, увидя мать свою в черных одеждах, ушла. Увидев сестру свою в черных одеждах, сказала: о Боже, мучение какое, ушла. Поняв, что заноет, сердце живое, ушла. И видя, что мир одно лишь страдание, ушла». Понимаете, вот вроде стих, да, вроде он оплакивает дочь, просто как в утешение себе пишет, но вслушайтесь, вдумайтесь в слова. Она, увидев, что мучение этот мир, ушла. Не захотела остаться душа. Вот и все. Давайте дальше. Что есть болезнь, что происходит с душой при этом? В частности, при душевных психических заболеваниях, телесных, при шаманской болезни, и если существует она вообще. Что есть такие качества души, как сознание, разум и воля? Сейчас кое-кого выкину отсюда. Здесь никакие вопросы не задаем. Вопросы заданы. Если есть еще новые, задавайте Яне. Здесь меня не отвлекать. Кто будет отвлекать, выкину. Просто выкину, нахер. Да, вот именно, вот так и выкину. Потому что вы не на базаре, не на рынке. Изучите канал, потом идите и пишите. Надоело. Я даже не поняла вопрос, Ян. Что есть болезнь? Что происходит с душой при этом? В частности, при душевных психических заболеваниях, телесных, при шаманской болезни. И существует ли она вообще? И что есть такие качества души, как сознание, разум и воля? Сначала посмотрите мою лекцию. Душа и дух, да? Дух и душа. Так называется. Я сейчас не помню, как я назвала. Я не помню тоже. Смотрите. Из чего состоит человек? Тело, душа и дух. Тело – это мясо и кости, естественно, органы, которые нам помогают жить, существовать и так далее. Оно может быть совершенным, может нет. Душа – это данные, то есть наш разум, наше сознание бестелесное, которое существовало до рождения и будет существовать после.
и дух, сила жизни. Вот когда душа входит в зачатое тело, чтобы ребенок родился, причем душа сразу же входит в это тело, как только произошло зачатие, и человек должен родиться. Вы рассказывали, это энергия, присовокупление, она Да, забирает да. душу. Нет, это душу дают. Как происходит зачатие? Вот смотрите. Очень редко, чтобы случайные дети, которые появились на свет в пьяном угаре, родились гениями. И то в том случае, если у них в роду были сильные люди, тогда, да, этим детям может быть дана такая возможность и шанс все-таки жить лучшей жизнью, чем их родители. Но в основном дети случайные, дети, зачатые не по любви, дети, зачатые в пьяном угаре, наркотическом состоянии и так далее, они, конечно же, рождаются не самыми здоровыми и, к сожалению, продолжают своих родителей. Почему? Вот, смотрите, создается определенный энергетический луч при соитии мужчины и женщины. И чем сильнее любовь этих людей, вот мы говорим, вроде профессора, культурные люди, а ребенок такой подонок родился. И чаще всего в домах профессоров, очень культурных, достойных людей рождаются просто нелюди. Как так получается вообще? Смотрите, тот же самый крестьянин со своей женой, добрый вечер, у них может быть любовь настоящая, и эта сила соития намного сильнее, чем те профессора, которые сошлись, скажем так, скажи мне, там жене 30 лет, ему 60, вот они сошлись по расчету, потому что интеллигентная семья, создали семью. Вот надо было и женились, собственно говоря. Вот надо было жениться, родить ребенка, вот они женились. Смотрите, как получается. Мужчина и женщина вместе сходятся. Если у них есть любовь, любовь – это определенная энергия Вселенной, очень сильная энергия. Неважно, потом люди будут вместе, расстанутся, вообще неважно. Но в этот момент у них определенная энергия и очень сильная дана Вселенной. Они сходятся вместе, соединяются. Вот говорят, да, от любви рождаются красивые дети. Это не просто так сказано. Во время этого соединения, соития, как только происходит зачатие ребенка, идет определенный энергетический луч, вот как стрела пронзает просто астральный мир. То есть вверх идет вот эта стрела, просто вот прям фонтаном. Ну, конечно, мы не видим это, что происходит, но это энергетический луч бьет вверх. Астрал состоит из нескольких слоев. В самом нижнем слою астрала обитают самые, скажем так, некачественные, самые порочные души. Они внизу. Дальше идут более достойные, сильные души. Дальше уже более, скажем так, интеллектуально сильные души. Именно души. Души, которые должны прийти родиться. И в конце вундердеркирды. Да, вундердеркирды. И вот этот луч бьет. Смотрите, когда люди пьяные... Что там? Артур. Когда люди, в общем, случайные, пьяные соития и прочее, вот этот луч, эта сила, да, она, смотрите, вот этот фонтан энергии, он поднимается вверх, но силы не хватает, потому что нет любви, нет настоящей сильной любви, которая оттуда спустит сильную душу. Вот поднимается этот луч, и с нижнего астрала хватает эту душу и спускает вниз. И эта душа поселяется в чреве женщины. То есть зачатие произошло, ребенок. Все, дали ему душу. И дали ту душу, которую он заслуживает. То есть те души, которые должны родиться, они вот так слоями, они находятся в астральном мире. Это тоже не случайно, прям любую душу схватили, притащили. Нет. Эти души, они как вам сказать, на очередь для рождения. Для сильных родов совершенно по-другому происходит. Я вам говорю просто обычно, как происходит вот в серой массе людей, да, когда из серой массы рождается гений. Вот этот луч поднялся и спускает эту душу с нижнего астрала. Рождается нормальный ребенок у двух людей, ладно, профессоров, не будем пьющих брать. Вот профессора.
Они сошлись, потому что надо было жениться, время уже, нет особой любви, чего-то еще. Ну вот они, как муж и жена, живут обычной жизнью, и они спускают, вот зачали ребенка, и спускается этот слабый луч, спускает из нижнего астрала душу. Ну, в общем, среднестатистический бухгалтер. Да. Не сказать, что бухгалтер. Бухгалтер еще выше. Вот он... Вы вот такой, господа, именинник от всей души. Да, любите, надо любить. Не от этого зависит. От всей души можно и к проститутке идти от всей души, но это не значит, что от нее получится гений. Так вот, эта душа спускается, и эта душа порочная, она из нижнего астрала, из самых порочных душ. Вот рождается у профессоров ребенок, любимый, хороший, красивый мальчик, такой-сякой, они ему ни в чем не отказывают, там Гарвард отправляют и учат в Америке, в Испании, во Франции и так далее. А в итоге он становится не просто преступником, он становится подонком, он может привести людей, их там топором зарубить, мать и отца, все, что есть, забрать и исчезнуть, понимаете? И все говорят, как? Нормальная, хорошая семья, откуда вот такой родился? Вот таким образом. То есть это говорит о том, что вопрос о чем был-то? Вопрос о том, что есть болезнь, что происходит с душой. С душой. Психические болезни, там, телесные. То есть вот отсюда и зависит, насколько будет здоровый род. Ну, к этому еще вернемся. Так вот, если болезнь, которая должна была привести к смерти, во время этой болезни, во время вот таких вот состояний, когда человек бредит, я сказала русским языком для особо тупых. Я уже заблокировала. Здесь вопросы не задаем, мать вашу. Надоело уже. Так вот. Как нахер не послать их всех и закончить. Не внимания. Давайте, не отвлекайтесь. Тупые твари. Я сама буду удалять. Друзья мои, пишем здесь на русском языке, русскоязычный чат, чтобы все поняли, хорошо? Когда на определенном языке будет прямой эфир, тогда можете написать на всех языках. Просто предупреждаю, потому что так лучше. Люди, которые не знают другой язык, могут не понять, о чем тут речь. Так вот. Особенности я, да. Да. Если болезнь на пороге смерти, то душа выходит и приходит, уходит и приходит, пока его окончательно, то есть, не отправят сюда. Потому что многие люди, которые, умирали, были вот на грани жизни и смерти, и многие рассказывали, что просто практически вот такое было пограничное такое состояние, когда они видели своих предков, умерших и так далее, и они им говорили, что им пока рано, или давали шанс человеку. Если вы прошли смертельную болезнь, не то, что там порезали палец, и вот я вот вернулась к жизни. Нет, если у вас реально была смертельная болезнь, и была вероятность, что вы умрете, и вы понимаете, что вот в данный момент вы могли бы не быть здесь, но вы живете, значит, вам дали возможность исправить свои ошибки и жить совершенно иной жизнью. Как правило, после таких болезней жизнь человека кардинально меняется. У него подсознание совершенно другая становится. То есть происходит перезагрузка мозга, сознания и прочее. Что чувствует человек при психической болезни? Понимаете, как есть действительно психическая болезнь, болезнь мозга, которая не лечится. Когда мне пишут, что вот у меня ребенок умственно отстал, и помогите, я говорю, поймите, если бы это касалось крови, можно заговорить кровь. Если бы это касалось еще... Если это касается мозга, для того, чтобы душа могла раскрыться полностью, ему нужен здоровый мозг. Понимаете? Если мозг не здоров, душа человека не может раскрыться полностью. Для того, чтобы передать... как вам объяснить? Вот, например, для того, чтобы сварить кофе, да, вот плохое сравнение, вот эта кофеварка должна быть исправна. Если она не работает, вы кофе через нее не сварите. Даже если у вас самое лучшее кофе, лучше всех и чистая вода. То же самое, какая бы душа ни пришла, но если мозг ребенка не здоров, повредили его, или он такой родился, невозможно ему помочь. Все, это на всю жизнь инвалидность. Что делать? Я понимаю, что с этим смириться тяжело, но ничего не сделать. Он никогда не будет здоров.
Да нет, вроде бы, если было не оплачено, уже оплачиваю 50 раз в день, в месяц на всякий случай. Да, бывает, зависает. Так вот, у моей бабушки сестру выдали замуж. По традиции того времени выдавали замуж с женихом, виделись они на свадьбе. Вот так уж, такие умные традиции. И когда увиделись с женихом на свадьбе, она поняла, что он болен, но обратной дороги не было. Тогда вообще нельзя было ни разводиться, ничего. И она родила от него не очень здоровых детей, к сожалению. И звали его Гарегин. Он здоровый мужик, наверное, 2-метровый амбал, работает день и ночь. Вот что не скажешь, все делает, все там, все прекрасно все умел, знал. Но мозг у него не совсем. У него были 2 дочери, я до сих пор помню, Ия и Лия. Красивые девочки, но они не совсем здоровые. В них влюблялись, но когда приходили сватать и понимали, что они... Понятное дело, что уже все понятно. Безобидные, никому ничего плохого не делают, работящие, с утра вставали в 5 утра, вот приходили к моей бабушке, приезжали в гости, с 5 утра вставали, все отмывали, все. Мне кажется, что инвалиды, мы были перед ними больше, чем они. Но умственно отсталые. Я помню, что этот Гарегин посреди, значит, огорода нашел большой камень. Там, наверное, камень 50 килограмм, если не больше. И он своих дочек зовет и говорит: идите сюда, сюда, сюда. Они пришли, он этот камень поднял и говорит: ройте яму. Они, значит, зарыли эту яму, копают яму, выкопали, да, эту яму. Он этот камень положил в эту яму, посыпал, закрыл, все, убрали камень. То есть он не понимал, не соображал, что этот камень можно вынести, туда выкинуть. В его мозгу такая информация: камень надо скрыть куда-нибудь, чтобы его не было. Что делать? Значит, закопать этот камень. Вот они его закопали, радостные ушли. Все, камень убрали. Понимаете? А мы смотрели, наблюдали, не можем понять, что они делают. Камень хоронят. Камень хоронят. А вот можно было камень просто вынести, раз уж он может. Так он стоял, наверное, 1,5 часа, пока они эту яму вырыли, и он этот камень положил, закрыл, все хорошо, и пошли. Вот. Это говорит о том, что невозможно, ничего делать с этим. И не зря сказано: в здоровом теле здоровый дух. В этом теле больной дух. Как бы тело не было здоровым, душа там не может контактировать через мозг, передавать, раскрыться. Этот человек ничего не сделает в этой жизни. Все. Поэтому, смотря при какой болезни, я вам сказала, если болезнь смертельная, у вас очень много поменяется, вам просто покажут потусторонний мир, вернут обратно. Если болезнь душевная, смотря какая душевная болезнь, есть такой момент, что человек видит потусторонний мир, его считают за дурака, за сумасшедшего. Потом он начинает понимать, что надо это скрывать и не говорить. Понимаете, не всегда это душевная болезнь. Иногда, например, душевно больному мальчику, как считали, что он там сумасшедший, видит какие-то тени, он ребенок. Он не мог объяснить, что это реально так. То есть он говорил: я вижу, ему не верили, посчитали его сумасшедшим. Пошли, записали у психиатра. Вот он там на учете стоял. И этому мальчику подарили собаку, чтобы ему было не скучно. И когда собака в один момент сорвалась с цепи и начала лаять там на кого-то, значит, в углу, просто как на человека, кидалась, рычала. И он сказал: вот видите, а я вам говорю, что ходит, а вы мне не верите. Вы меня за дурака считаете. Вот. Можно ли сказать, что это душевно? Нет. Просто это ребенок, который не может объяснить, еще не может скрыть. Взрослый человек скрывает. Вот бывали моменты, когда я, например, вижу, человек идет, просто человек, обычный человек, и я иду, и он идет мне навстречу. И там, значит, деревья. Это мне было в студенческие годы. По аллее идем в Волгограде. Вечер, не скажу ночь прям, летний вечер. Другие люди идут, и этот человек идет. И вот этот парень в спортивном костюме просто идет. Идет, и он, дерево. И вот прям я сейчас думаю, сейчас об дерево ударится, что это такое. Он пришел прям к дереву и в дереве остался. То есть он дальше не прошел. Он там растворился. Я думаю,
я просто, не поняла, что произошло. Потом до меня дошло, что это было духовное создание. Если бы я в тот момент сказала, меня бы тоже, может, посчитали за сумасшедшую. Но я смогла скрыть, потому что я взрослая, понимаю, что это я только увидела, больше никто, понимаете? И так далее. Это вопрос очень долгий. Но что случается с душой? В любом из этих состояний душа, в принципе, функционирует, понимает мир, видит мир и прочее. Единственное, говорю, болезнь мозга, там душа не может раскрыться миру. Она не больная душа, то есть душа-то не отсталая, и отсталых душ нет. Но в этом мире он функционировать не будет. Может быть, она за что-то наказана и не может в этом мире себя проявить. И такое возможно. Давай дальше. Дальше. Так, хотела узнать, можно ли брать животных с кладбища домой жить? Не опасно ли это? В 2010 году умер у меня папа. Мы каждый год ходим на кладбище и поминаем папу. Как-то 1,5 года назад, до поминального дня, у нас родила кошка, и мы оставили одного котенка. И я в мыслях, когда кошка только начала рожать, попросила, пусть папина душа вселится в одного из этих котят. Пусть ненадолго, хотя бы на полгодика он побудет с нами, и я этого котенка так полюбила. С каждым днем он мне напоминал папу. И ровно через полгода его загрызли собаки. Было ощущение, что я опять потеряла отца. И вот проходит время, недолго. И второе событие, которое произошло уже на кладбище, мы пошли на кладбище к папе, на могилку. У него был день рождения, и мы решили сходить помянуть. И, подходя к могиле, увидели маленького щеночка, может, месяца 1,5 от силы. Он нас увидел издалека и как заскулил, побежал к нам радостный, как будто ждал нас, а у меня в мыслях папа. В общем, мы пришли на могилку к папе, и тот щенок начал бегать по могилке и радоваться нам. И в мыслях надо было забрать это папина душа. Хотела его с собой забрать, но не знала, можно забирать домой животных с кладбища. И даже когда я решила достать телефон, на видео засняла щенка. Потом было видно, как щенок проходит по могиле, и Фондри бежит прямо на щенке. В общем, мы, когда собирались домой, он за нами бежал до самой дороги и жалобно так скулил, что мы его не забрали. Хотя, если бы я знала, что можно забирать, я бы забрала. Возможно ли, что папина душа вселялась в этих животных? Во-первых, хочу вам сказать, что у вас каменное сердце. Начнем с этого. Я бы забрала. Потому что, невзирая на то, человек не знает, можно или нельзя, но когда маленькое создание плачет и бежит за тобой, и не забрать, это надо обладать, холодной душой. Это без лишних слов я вам скажу. Жестокий вы человек, потому что наверняка этого щенка там загрызли и убили. Он там выжить не мог. Тем более, что кладбище это не то место, где каждый день ходят люди. Может быть, через неделю бы пришли, и она бы уже, конечно, умер бы щенок там, да, тем более. Второе. Можно забрать откуда хочешь. Это же не кладбищенская земля, это живое существо. Хоть на кладбище. Если вы на кладбище ребенка бы нашли, что бы вы подумали? Можно ли с кладбища ребенка забрать? Или надо оставить там помирать, потому что это с кладбища? Живое существо не имеет никакого отношения к кладбищу. Имею в виду, что оно не носитель смерти или чего-то еще. Это живое существо. Вот за то, что вы не забрали этого щенка, я уверена, что вы наказание получили в жизни. И не раз после этого случая. Второе. Никакая душа не может вселиться ни в какие предметы, ни в собак, ни в кошек. Потому что душа человека обладает чрезмерно высокой энергией, природной энергией, и она никак не может ужиться в теле животного. Это невозможно. Тем более, что никаких вселений, никакой реинкарнации и перерождения не существует. И об этом я уже говорила и вернусь к этому, да, потом. Так вот, если вам показалось, если вы попросили, во-первых, вы сказали, программу поставили, хоть ненадолго пусть будет котенок, вот вам ненадолго дали. Понимаете? Еще раз говорю, вы жестокий человек, вы должны себя пересмотреть, потому что, смотрите, все, что вы делаете, это подсознательно. Вы сказали эгоистично, пусть котенок хотя бы ненадолго будет, пока мне это нужно, да, пока я вот хочу это горе забыть, ненадолго, для себя. Котенок ненадолго с вами побыл, и его загрызли. Это первое. Если вы вспоминали и этого котенка нашли, это он вам отдал просто этого котенка, привел, чтобы он вас успокоил.
интернет из-за ветра. Сейчас напомнишь, я расскажу этот случай. Вот рассказывайте. Пока еще, по-моему, крутит, да? Это у вас, у меня тут запоздало. Второй. Но вы их не брали и не взяли. Поэтому в этом винить себя. Нет, душа не может поселиться ни во что, ни в кого. Но если после смерти человека вам встречается кошка, собака и прочее, это не случайно. Это посланник оттуда. Как я уже и снимала, да, про это. Мне кажется, что у нас целый год мы будем снимать о душе, вопросы и ответы. Но, в принципе, лучше так подробно рассказывать, чем там в 2 словах. Какой смысл? Так вот, тем более, что лекции об этом уже не раз были. Кому надо прям просто информацию услышать, можете открыть эти лекции, я перечисляла. Смотрите, был такой случай, я вам рассказывала, когда женщина стояла на остановке, а потом так случилось, ну, в общем, автобус не приехал, что-то случилось с автобусом, как позже она узнала, что он сломался. Уже был холод, мороз, рядом лес, она очень боялась. Собственно говоря, уже чуть ли не к 10 часам она говорит, у меня такой ужас и страх охватил, что волки меня загрызут. Куда деваться? Пешком не пойдешь столько километров, тут не переночуешь. И она начала просить своих родителей. Папа, мама, помогите мне, что-нибудь сделайте, пожалуйста, спасите меня отсюда. И тут, как ни странно, да мне плевать, какой там у вашей семьи факт. Вообще плевать и чихать на вас и на вашу семью, если честно. У меня очень прекрасное представление, очень реалистичное и правильное представление. А эти сказки идите, рассказывайте кому хотите. Если есть перерождение души, тупая вы женщина, уже не могу, правда, выйти вот из этого. Если есть перерождение души, какого хера мы говорим тогда о помощи рода? Где тогда помощь рода? Помощь духов рода. Объясните мне. Мы обращаемся к своему роду, мы говорим сильный род, продолжение, души рода, да, родовые духи, родовые тотемы. Если души нашего рода, бабушки, прабабушки, где-то в Китае, в Монголии переродились, то откуда они могут нам помочь? Тогда сыпется, как карточный домик, полностью вот это понятие реинкарнации. Дальше, то, что вы называете реинкарнацией, что вот память души, вот душа чья-то переселилась с кого-то, вот он что-то там помнит кого-то. Я 100 раз говорю, не переродилась душа, душа может вселиться, душа, которая бродячая душа или неупокоенная, она может вселиться в человека. Человек начнет жить его жизнью, вспоминать его родные. Это не значит, что он родился тем человеком в этом мире. Это значит, эта душа вселилась в него и мучает. Это нехорошо, это подселенец называется. И многое другое. Я объяснила в своей лекции, не собираюсь вам сейчас что-то доказывать. И сказано. Надоело уже. Тупые курицы. Легче простого, что вы, знаете, в прошлой жизни, в этой жизни страдаете. Вот и все. Вот это очень хорошая тема для афик, которые не видят ни прошлое, ни будущее, ничего. Это легче простого. У тебя там карма, кармические долги. Вот ты в прошлой жизни была такая-то, иди проверь, ты была такая-то или нет. А если я тебе говорю, что у тебя в жизни было, называй имена, цифры, даты, события, ты можешь легко проверить, я вижу или не вижу. Фишка аферистов. В прошлой жизни у тебя было вот так-то. Надо исправить программу Да, надо кармы. программу кармы переисправить, кармические узлы завязать. Иди проверь, ты была в прошлой жизни такой или нет. А если ты приходишь, я тебе говорю о твоей жизни, что, как было, в твоей жизни такие факты, которые только ты знаешь, то ты можешь поверить, что я вижу. А у человека должно быть ясновидение. Если у человека нет ясновидения, у него нет связи с духами. Нет связи с духами, духи тебе не подчиняются. Не подчиняются, значит, ты не можешь никого чистить, помогать и открыть дороги. Понимаете, самое первое – это ясновидение. Меня спрашивают, а всех ли я вижу? Очень редко бывает, когда я человека не вижу, и я человеку говорю, извините, вам отказано, я вас не вижу.
Я не вижу, значит, вам или не ко мне, или человек гнилой, просто мне не показывают, чтобы я этого человека вообще не трогала, не помогала, дальше не было бы у меня с ним проблем. Вот и все. Но это редко бывает. За мою практику, может, раз 5-6 было, что я не увидела человека, закрыто, мне не показывают. Значит, до свидания, извините, я вам не буду помогать. Все. И время доказывало, что это хорошо, что я так отказала, понимаете? А во всем остальном должно быть ясновидение. Это и есть сила. Есть ясновидение, есть связь с духами. Тебе даст человек нужные ритуалы, работы, и они помогут. Нет ясновидения, как хочешь, какие хочешь... такие эти знания имеет. Это не имеет значения. Ты можешь очень хороший быть, начитанный человек, но это не... Я могу сесть и про медицину изучить несколько лет и все вам рассказать. Но это не значит, что я врач. Дело даже не в том, насколько ты грамотно. Хорошо быть грамотным в магии, если ты занимаешься магией. Но даже не в этом дело, понимаете? Дело в том, значит, определяют вообще твой профессионализм две вещи. Это ясновидение и результат. Тогда ты ведьма. А все остальное это твое желание. Хочешь дальше изучи, хочешь более глубокие вещи знай. Понимаешь? И так далее. Если хочешь, это уже от тебя зависит. Так, случай. Как нас слышат духи, потусторонние души ушедших. Так вот, женщина стояла на остановке, мерзла. И очень боялась, что... не сможет, значит, домой попасть. Рядом лес, автобус сломался, как она потом узнала, не приехал. То есть всю ночь ей надо было там стоять на этом морозе, холодно. Она уже боится, что из леса сейчас волки выйдут, а это вероятно, и это возможно. И она начала плакать и просить своих родителей. Она начала прямо, она взрослая женщина, 60 лет. Она сказала: мама, папа, помогите мне, как-нибудь выручите меня отсюда. И через минут 15 подъезжает машина, молодые люди. Останавливаются, говорят, там, женщина, вас подвезти куда-нибудь? Что случилось? Почему вы здесь стоите? Она там, вот, ребята, так получилось, автобуса нет, я не знаю, что делать, подвезете? Они, конечно, подвезем. Значит, сажают ее в машину, везут до дома. Она: ой, спасибо большое, и так далее. И говорит: сколько я вам должна? Ну, что вы, ничего не надо. Спасибо, скажите, хоть в церкви за вас свечку поставлю, сказала она. Как вас зовут, за кого ставить? Она выходит, закрывает дверь, и у них окно открыто. За кого хоть поставить имена, скажите. И они называют имена ее покойных родителей, Катерина и Иван. И уезжают. И она говорит: у меня аж руки задрожали. Но это она до того, как знакомиться с моим каналом. То есть она, имея в виду, что тогда ходила в церковь, ставила и так далее. И вот, пожалуйста, она своих родителей попросила, и подъехали молодые люди именно с именами ее родителей. И забрали. И она, когда сказала, за кого поставить, Иван и Катерина, насколько я помню. Да, может, я ошибаюсь, но, по-моему, так она сказала. И она говорит: у меня такое ощущение, как будто меня кипятком обдали. Я поняла, что, ну, понимаете, как бы там ни было, потусторонний мир мы не видим, мы думаем, ну, вроде бы, да, услышали, меня же забрали, но до такой степени, когда совпадение даже с именами родителей, согласитесь, как-то внутри дрожь, да, подбирает. Так что они нас слышат. И вот этих котят, щенков и так далее в этот момент нам, можно сказать, подбрасывают, отдают именно души родных людей. Особенно, когда они уходят, и вы встречаете там бродячую собаку, еще кого-нибудь, забирайте домой. Это не в него там вселилась душа, нет. Просто это посланник от вашего любимого человека. И не будьте эгоистичны, не говорите хотя бы на время, пока у меня вот боль пройдет, а потом будь что будет. Потому что вас в этом тоже слышат, понимаете? Что еще там, Яна? Смерть моей первой жены и рождение внука произошли в один день. Жена умерла в 12:00, а внук родился в 20:00. Это как-то может? Может. Нехорошо. Нехорошо даже, когда еще не прошло 40 дней, и ребенок рождается после смерти. Таких детей обычно отчитывают. У них тяжелая может быть судьба. Считается, что если совпадает, даже в день рождения, некоторые радуются: ой, мой день рождения, у меня сын родился и так далее. Это тоже не очень хорошо. Рожденные в день рождения, в день смерти, отчасти берут их судьбу на себя. То есть вот эта энергия еще есть,
да, это энергия дня этого человека. И день рождения, и день смерти – это его день. Тут в этот день он родился, и в этот день он ушел из жизни. Это его день. Некоторые на Востоке говорят, что день похорон – это праздник одного человека, это его день. То есть ему посвящено все о нем говорят, он же ушел. Да, важность его слишком велика в этот день. И отчасти этот ребенок может повторить судьбу того, собственно говоря, в день смерти которого он родился. Может умереть именно в том возрасте, может во многом повторить его какие-то особенности судьбы. Поэтому лучше отчитать такого ребенка и отчитать у ведьмы. И желательно отчитать, когда ребенку уже больше 7 лет, не раньше, чтобы у него дальнейшая жизнь была лучше. Это энергия. Душа ничего не сделает, тем более, если это родная бабушка, да? Но энергия, что там? Мыши? Это жук какой-то. Но энергия этого дня может повлиять на его судьбу. Давайте дальше. 11 октября дома на мясе, которое жена достала размораживаться, появилась большая муха, хотя уже было холодно и окна были закрыты. А 14 октября умер мой отец. Я назвал муху вестницей смерти. Что думает Инга по этому поводу? То и думаю, что когда зимой в доме появляются большие мухи, люди боятся, говорят, либо к смерти, либо к болезни. Знаете это? Ой, это какая-то Мотылек. фигня. Этот рыжий никого не пропускает. Тут уже... Да. Мухи зимой это не очень Они, хорошо. да, они как определенные посланники, понимаете? Смотрите, когда энергия смерти приходит, она приходит за 2 месяца, за 3 месяца, уже внутренняя тревога. Почему у нас тревоги? Вот мы не видим ничего, потусторонний мир человеку не виден, я имею в виду обычному человеку. Но у него внутренняя тревога, он что-то боится, что-то переживает, что-то у него... Вот мы говорим, вот какое-то предчувствие, как в воздухе, вот какая-то информация, нехорошая вещь произойдет, и она происходит. То есть эти духи трагедии, они уже присутствуют. И наше подсознание это ловит. Мы это не видим, но наше энергетическое поле чувствует вот это вот нехорошие силы вокруг, понимаете? И она передает, вот как волнами передает внутри нас. И мы говорим, какое-то нехорошее предчувствие, как что-то вот не то будет. От чего? Именно от того, что вокруг нас вот эти смертоносные, нехорошие, злые духи собираются, и наше энергетическое поле на них вот так реагирует. Она чувствует, и мы чувствуем внутреннюю тревогу, раздражительность и так далее. И вот эти все насекомые и прочие, они ловят вот этот ультразвуки, вот эти волны, да, которые нам непонятны. Почему там кошки, собаки, например, чувствуют землетрясение, да, говорят, начинают мяукать, нервничать. В Японии, например, специально их держат, чтобы понять, будет или что. То же самое здесь. Вот эти вот насекомые, мухи и прочие там... А крысы бегут перед наводнением, что-то такое. Да, они чувствуют, что что-то в земле происходит, они начинают вот... Они ловят эти ультразвуки, ультраэнергии, которые нам не присущи, мы это не чувствуем. И вот эти мухи, всякая хрень собирается вот именно на эту энергию. И когда дома мухи, когда дома какие-то червяки из ниоткуда выползают и так далее, люди начинают плохо чувствовать. У них внутренний страх, что-то не то произойдет. Либо смерть, либо болезнь. Тяжелая болезнь, которая может потом закончиться смертью, если, например, вовремя не успеть. Вот почему. Все взаимосвязано. Она не просто так. Понимаете, даже вот эту примету я вам объясняю, почему. Я вам объясняю, почему у нас предчувствие плохое. Потому что у нас есть энергетическое... Мы как в коконе находимся, вот так в коконе. Энергетическая зона. Порча пробивает эту энергетическую зону, выходит наша энергия. Поэтому мы чувствуем, что жизнь просто уходит у нас из-под рук, просто ускользает. И, собственно говоря, что я хотела сказать? То есть... уходит наша энергия. Вот точно так же, вот представьте, вы стоите возле
какого-то трансформатора, да, вот этими с высокими этими волнами электроэнергии, которые внутри. И внутри вас вот вибрация происходит. Вы чувствуете эту энергию, и вам, естественно, плохо, оно на вас влияет. Точно так же невидимые силы, нехорошие силы, духи зла, духи смерти, болезни, они начинают собираться постепенно, когда у них есть определенная программа прийти в вашу семью, в вашу жизнь. И ваш этот кокон энергетический начинает вот чувствовать это. И у вас вот это плохое предчувствие, все такое, и оно оправдывается. Некоторые говорят: ой, не каркай, это ты там сама вот накаркала. Нет. Причем здесь это? Ты чувствовала это. У тебя более чувствительное энергетическое поле, чем у кого-либо. Есть такие слоныхи, что им вообще все пофигу. Там людей будут резать, а она с места не встанет, будет чай пить. Понимаете, есть и такие слоны. А есть очень чувствительные люди, которые все чувствуют. И атмосферное давление чувствуют, даже предчувствуют, что вот что-то произойдет. Люди это воспринимают как за ясновидение. Вот у меня тоже там какие-то моменты совпадают. Я вам 100 раз объясняла, ясновидение это дано. Можно увидеть о любом человеке всю его подноготную, всю его жизнь. А если у вас в жизни 3-4 раза вы что-то чувствовали, сбылось, это не значит, что вы ясновидите. Это значит, что у вас просто сильное чувствительное энергетическое поле. У вас сильная энергетика. Вы можете почувствовать некоторые вещи, прочувствовать то, что другим не дано. Но это не говорит о том, что вам что-то дано сверхъестественное. Это нормально. Вы сильный, чувствительный человек. Вот и все. Ну, еще и плюс разум, если у человека есть, да? Дальше что у нас? У нас сегодня от Рушан отдыхать, потому что ветер небольшой. Да, у нас рядом лес, а мы бережем лес. Мы не будем сейчас эгоистично ради себя рисковать такой красотой. Так, 29 мая этого года жена проснулась около часа ночи от того, что на нее кто-то смотрит. Рядом с кроватью стояла женщина средних лет, невысокая, волосы забраны в пучок в платье. Что это может значить? Это может значить все, что угодно. Это может быть, может, в этом доме когда-то была покойница. Может быть, этот дом построен на более старом доме, который разрушили и построили на более старом доме, да? И поэтому хозяйка этого дома ходит. Это невозможно вам сказать. Если после появления этой женщины начались у вас болезни, какие-то нехорошие вещи, значит, эта посланница нехорошая, и вам следует очистить этот дом. Если после этого ничего плохого не произошло, значит, просто бродячие духи. Иногда порталы открываются, есть иногда сильные дни, и вот ничего не было в доме, а потом раз просыпаешься, и кто-то там над головой сидит. То есть это надо смотреть. Если после появления таких сущностей у вас в жизни что-то происходит плохое, значит, надо очистить дом. Если эта сущность часто приходит в вашу жизнь, в вашу семью, значит, нужно очистить дом, значит, тут что-то нечисто. А если один раз всего лишь пришла, и ничего плохого не случилось, но бывает, порталы открываются, иногда бывают сильные дни. Хочу вам рассказать один случай из жизни моей подруги. Она поехала к родственникам в Тамбов. У них в Тамбове кто бывал? Я была в Тамбове. Так вот, в Тамбове, если кто бывал, там старые дома, есть старые квартала. И вот в этих старых домах до сих пор живут люди. Этим домам, может, 200-300 лет больше. И там был дом такого банкира, который зарыл свой клад под пол. Золото, еще что-нибудь зарыл туда. И когда 17-й год наступил, в общем, эти коммунисты ворвались к нему туда, начали требовать это золото, все такое. Он это золото и прочее не дал им. То есть они знали, что там существует золото, что он зарыл под пол. То есть соседи все это настучали, но они не нашли, и его пытали, он не выдал, и они его убили, собственно говоря. Потом этот дом был сельсовет, потом этот дом продали, отдали семьям военнослужащих, потом некоторые семьи военнослужащих, эти коммунальные квартирки маленькие закупили и, в общем, начали всей семьей жить в одних домах. Вот их дед купил 3-4 вот эти коммунальные, значит, комнаты и сделал один дом, и эту часть дома оставил своим внукам, и они там живут. И вот моя подруга поехала туда, то есть знакомая, ладно уж, подруга это
слишком там сказано, просто знакомая женщина, хорошая приятельница. Она поехала к своей подруге туда, в Тамбов. И, естественно, там посидели, все, и ночью легла спать. Ночью просыпается от того, что мужик стоит прям возле окна в шляпе. Мужчина, вот прям. Она говорит, я хочу крикнуть, как будто рот зажали, прям аж паралич. То есть я смотрю и понимаю, что человек стоит. Она подумала, что грабить зашли, потому что у них там как раз первый этаж. Ее всю затрясло. Этот мужчина повернулся, как бы лицом. Лица не видно, то есть это тень. Мужчина в шляпе, культурный такой в шляпе, повернулся к ней, зашагал в другую комнату и прям через стену исчез. И она, естественно, встала, включила свет. Подруга это заметила, проснулась, про что с тобой происходит. Она говорит, значит, я еще раз говорю, здесь вопросы не задаю. Последний раз предупреждаю, иначе опять буду банить. Говорит, что происходит, почему ты не спишь? И она говорит, у меня, говорит, я только начала говорить, что в комнате там что-то было. И она говорит, этот наш в шляпе, что ли? Говорит, откуда ты знаешь? Да он же тут ходит, это ж хозяин дома, прежний хозяин, банкир. Он за своим золотом приходит все время. И они сколько живут, с малых лет, и уже сколько лет, ей там 40, сколько было, когда это рассказывали. Вот представьте, столько, сколько они живут, и те жители этой коммуналки, и эти жители, они все время его видят. По определенным дням особенно сильно он приходит в этой шляпе стан. Он ничего не делает, никого не трогает, полы просто скрипят. То есть они уже привыкли настолько, что им похрен. Они вот ночью встанут, он стоит возле окна. Ой, привет, ты что здесь? Пошли в туалет, вернулись, легли. Ладно, стой там пока, что хочешь. Конечно, для нас это страшно, но если ты 20 лет видишь его, мне кажется, уже как-то тебе и пофигу. Так что имей в виду, что вот, смотря что, может быть, это прежняя хозяйка пришла, может быть, это определенные дни там, и если больше она не являлась, значит, это просто были сильные дни. Доброй ночи, Нана. Давай дальше. Что там? Я вот абсолютное дерево. Я нифига, ни черта, ничего не чувствую, ничего не вижу. И живу прекрасно, поверьте мне. Поэтому мне кажется, лучше быть деревом. Это вот лучше, чем ты... Вот случился понос, пошла выпила таблетку от поноса. Но это лучше, чем знать заранее, что у тебя будет понос. Вот смотрите, есть люди, которые живут абсолютно холодным рассудком, и есть люди, которые живут чувствами. Те, которые живут чувствами, то есть это не значит, что они дураки. Нет, но они до того, как случится, они это чувствуют. Они уже предчувствуют, что случится. Поэтому, помнишь, я тебе говорила, в эти дни что-то у меня нехорошее состояние. Ну, собственно говоря, не будем сейчас... Ну, в общем, узнали об одном человеке, что там у них случилось. Мне то есть вот такие люди, они вот прям факт узнали, поняли, что надо делать, идут делать. А люди, которые чувствительны энергетически, им тяжелее. Они несколько раз это переживают. Сначала до того, как оно случится, потом уже случилось и так далее. Понимаете? То есть 3 этапа чуть ли не проходит. Так что у каждого свое. Это не значит, что те или иные дураки или там. Просто есть абсолютно холодный разум, и он ничего не чувствует, он не живет чувством. Нет у него понятия чувствительности, он приземленный чрезмерно. А есть немножко знаки другого уровня, и они чувствуют. До того, как случится, они это предчувствуют. У меня муж, например, слушает какую-нибудь песню на 9 мая. У него мурашки, волосы встают. Да вот, ты видишь, вот у меня аж на затылке встанет. Нет, ничего. У тебя что, ничего? Я говорю, нет, ничего. Да вы вся семья вообще бесчувственные, тьфу на вас. Да ладно, да, ты на 9 мая аж расплакалась. Вспомню все эти лагеря и мучения людей. Ну это так, никто не видит, а он-то, блин, чуть ли не это. Я вот весь такой прям чувствительный, а ты бревно. А у тебя чувствительность, когда ты думаешь о бедных животных. Да, это я не могу. Так, вот, дальше. Давай дальше. У меня умерла старшая сестра. До ее смерти мы не общались 2 года. Была большая ссора. За неделю до того, как она ушла, мы начали разговаривать. И то встречались в больнице. Сейчас у меня под опекой ее младший сын, потому что он остался сиротой.
После дня похорон сестры ночью мне снится сон, что в гробу вместо нее лежу я. У меня даже руки затекли, не могла их разжать. Мой вопрос в том, что означает ли это, что моя сестра ушла в мир иной со злобой на меня, и поэтому мне это приснилось? Нет. Иногда, когда уходит из жизни наш близкий кровный человек, особенно сестра, брат и так далее, именно сестра и брат больше, чем родители, мы видим себя умирающую или в гробу. Это наша кровь. Вам показали, что одна часть вас скоро умрет. Потому что кто такая сестра или брат? Это мы немножко в другом экземпляре. Да, души у нас разные, но генетически мы повторяем друг другу. У нас один и тот же генетический код. И видеть себя, это означает, часть тебя скоро умрет. Это сестра. Вот почему. Понимаете? Теперь, что касается этого мальчика, который у вас под опекой. Иногда мы думаем, что ребенок сирота и не хотим обижать особо. Там, это да он сволочь. мотылька. Точно мотылек? Да, да. Сейчас ужалит. Нет, мотылька. И боимся особо ругать, потому что все-таки мамы нету, да, мы хотим слишком мягко. Но, с другой стороны, и сильно ругать не стоит. Вот первые годы после ухода матери это очень тяжело. Вот это слово «сиротская доля», сделайте так, чтобы у этого ребенка не было сиротской доли. То есть, чтобы он абсолютно не чувствовал отсутствие матери. Это от вас зависит, потому что ему сейчас вот намного больше нужно любви, чем даже вашим детям. Потому что у вас дети вас видят, знают, что вы есть, а у этого ребенка нет. Понимаете, это очень большая травма. Если ребенок в таком возрасте, что вы под опеку взяли, наверняка это маленький ребенок, может 10 лет, да, 12. В этом возрасте очень тяжело, очень больно без мамы. Постарайтесь сделать так, чтобы он вас... Потому что уже и понимает все. Да, он понимает, чтобы он вас увидел маму. Вот если иногда нужно как-то объясните, не строго. Я просто видела, как под опеку брали ребенка после смерти сестры, дочку, и общались так: эй, кобыла, там, ты взрослая кобыла, ты вот тут плачешь, что-то как кобыла. И мне так не понравилось, я думаю, зачем вы взяли этого ребенка вообще? То есть лучше бы отдали в детский дом, чем вот такое отношение, обращение, кобыла. Мне бабушка так говорила. Ну, да, Ян, ну это понятное дело, но там сирота, там ребенку 6 лет, она обнимает своего ребенка, целует, а это сидит, смотрит, а потом подошла... Просто у каждого ребенка свой характер, поэтому какие-то вещи можно говорить, какие-то нельзя. В этот момент нет, когда мать только умерла, и она пришла, прижалась к ней, к тетке, и та вот так толкает, говорит: ну, он-то маленький, я его целую, а ты-то кобыла, что ты, блин, лезешь ко мне? Вот это, понимаете, нахрен брать так ребенка и вести себя как тварь. Ну, я не именно имею в виду просто, что постарайтесь вот первые годы, особенно пока свыкнется, поймет, постарайтесь с этим ребенком очень мягко. И не позволяйте детям контролировать его или там... Понимаете, они очень... Как вам сказать, они очень чувствительно к этому относятся. Была бы мама, например, вот сказали там ему: иди принеси вот это, он бы там огрызался с ними и так далее. А нету мамы, он все будет воспринимать очень остро. Как бы, знаете, вот я одна, я сирота, и поэтому ко мне так обращаются. Не позволяйте вашим детям вообще какие-либо там, скажем, указания давать, или ты приказания, иди принеси, или не трогай это. Не позволяйте. Первые годы должна быть очень, очень мягкое должно быть отношение, чтобы ребенок не почувствовал, что он там как слуга или... Они обижаются. Я еще раз говорю, одно дело, когда все нормально в семье, дети могут и огрызаться, и подраться, поссориться, но когда нет мамы, у ребенка сразу защита, как вам сказать, защита отпадает, защита уходит, и он уже совсем по-другому все очень остро воспринимает, что вот меня обижают, потому что мамы нет, понимаете? Он не понимает, что это такое же детство, и точно так же мы общались и раньше. Нет. Ну вот, собственно, это так, ради ребенка. И запомните, есть такая армянская поговорка: вырастить сироту все равно, как построить Божий храм. Ну, это так,
на христианский лад говорю вам, ну, по сути, это сделать очень великое дело. То есть это все равно, как построить храм, вырастить сироту, то есть дать этому ребенку путевку в жизнь. Так что вы молодец, что вы взяли этого ребенка, не бросили. Многие очень мерзко поступают. Ну, есть такое дело. Ладно уж. Давайте дальше. Когда умерла моя мама, человек, который читал возле ее могилы Коран, увидел 3 женщин в белом одеянии. Это было ночное время. У нас, у мусульман, принято в течение 3 суток на могиле усопшего читать Коран. Хотелось бы узнать, кто эти женщины, почему они появились. И этот пожилой человек говорил: я впервые такое увидел. Еще раз немножко отвлеклась. Так. Когда умерла моя мама, человек, который читал возле ее могилы Коран, увидел 3 женщин в белом одеянии. Это было ночное время. У нас, у мусульман, принято в течение 3 суток на могиле усопшего читать Коран. Хотелось бы узнать, кто эти женщины, почему они появились. И этот пожилой человек говорил, что впервые такое увидел. Ну, знаете, такое выражение «праведная душа». Если ваша мама всю жизнь работала с людьми, если ваша мама помогла, например, многим людям найти свою семью, если она воспитывала детей, если она работала с землей, была крестьянкой и так далее, таких людей вообще в восточной традиции, а позже и в исламе, называли праведными людьми. Они легко уходили, то есть они без мучений, без долгих болезней уходили. И приходили этого человека сопровождать души. Вот сейчас приведу пример. Сейчас я вспомню. Был такой фотограф, который очень любил фотографировать старинные, в общем, кладбища. И вот он был в Тбилиси. Он поехал в Тбилиси по приглашению друга сфотографировать старинные склепы грузинских купцов, богатых семей, в общем, до революции. Вот это старинное кладбище есть в Тбилиси, не знаю, честно, которое, он имеет в виду там много. И он говорит: я фотографирую, и вдруг вижу женщину и 2 девочек, аккуратно одетых, какие-то, правда, старомодные вещи, но, то есть новые, аккуратные вещи, одетые, значит, что такое случилось там? Ну ладно. И он подходит, говорит: я говорю этой женщине: вы позволите ваших дочек сфотографировать? И она, говорит, улыбнулась и махнула, значит, кивнула головой. И он сфотографировал этих детей, и когда пошел, выявил эту ленту, этих детей и эту женщину он не увидел там. Он никого не видел, но они там стояли. Души. Кого увидел этот старик? Опять же, почему этот старик видел, а другие нет? Потому что этому старику дано. Открыто ему это видение. Понимаете? Еще раз говорю, есть человек, который не обязательно, чтобы вот принимал людей, помогал или нет. Но у него открыто видение. Он может очень хорошие советы дать, он может объяснить, помочь людям. Он видит мир духов. И он увидел. Он увидел силы, которые... о чем я говорю? То есть проводников. Духи пришли за вашей матерью, забрать ее. 3 женщины. 3 женщины, может быть, 3 женщины были... может быть, эти 3 женщины были ваши прабабушки, еще кто-то, понимаете? Вот он их и увидел, собственно говоря. Там какой-то заблудился, куда попал, не понял, что там творится. В общем, отправил ее обратно в хлев, пусть там посидит. Слушаем дальше. Мне становится уже страшно от того, что когда я работаю в огороде с землей, мне всегда видятся все мои знакомые родственники, умершие. И я частенько с ними мысленно как бы разговариваю или просто чувствую их присутствие. Я боюсь, не предупреждают ли они меня о моих болезнях или о плохом. Разъясните, пожалуйста, почему они подходят ко мне именно тогда, когда я одна и с землей. Потому что, скорее всего, то место, где вы работаете с землей, было когда-то кладбище. А у кладбищ общая память. Вот если вы хотите кого-то помянуть, вы можете идти вот в любое кладбище, которое у вас близко находится, и попросить у этой души что-либо.
Мир кладбищ, мир мертвых, он един. Неважно, в какое кладбище вы зашли, мусульманское, буддийское, там, русское, грузинское, армянское и так далее. Все кладбища имеют общую память, и они между собой соединены. Это мир мертвых. И если то место, где вы работаете, когда-то было кладбище, скорее всего, или захоронение, ну, старинные, пускай там 1000 лет назад, неважно, но вы там работаете, вы чувствуете эту землю. Скорее всего, там не очень-то растет что-то, и, скорее всего, вам на этом месте не очень хорошо. Это значит, что когда-то в этом месте было кладбище. И вы, когда берете в руки эту землю, мертвую землю, она вам передает просто информацию о мертвых. А каких мертвых может передать? Вы же не ясновидящие, вы же не ведьма, чтобы чувствовать их и что там и как. Она передает вам информацию о ваших умерших. То есть в подсознательном уровне вы начинаете их вспоминать, вот и все. Это совершенно не говорит о том, что они вас о чем-то предупреждают, или это какой-то ужас, страх. Нет, это место когда-то было захоронением. Вот вы берете эту землю, вот вы работаете с этой землей, не знаю, что там перекладываете, дергаете траву, сажаете что-то. И вот эта земля, которая, по сути, мертвая, и неважно, сколько прошло, но это тут были захоронения. Эта земля вам передает просто из мира мертвых. А о ком будет передавать? Естественно, не о тех мертвецах, которых вы знать не знаете, 1000 лет назад ушедших. Она передает вам информацию о ваших родных умерших. Понимаете, вот и все. А вы попробуйте точно так же идти на землю, поработать, например, к своему на дачу, которая на 1000 километров дальше. И вы почувствуете, что там никакой информации, ничего там вы не чувствуете, потому что это чистая земля, а здесь кладбищенская. Вот и все. И поверьте мне, что если вы на этой даче чувствуете, мне там отдыхать, вам лучше бы как-нибудь вообще избавиться от этой дачи. Честно, хотя я даже не знаю, если вы продадите другим людям, будет ли это хорошо. Тоже, это знаете, уже будут их проблемы. Да, теперь они придут ко мне за советом, что делать. Давай, слушай. Дальше. В 1996 году у меня повесилась племянница. Месяц не дожила до 19 лет. Тихая, спокойная девочка. Моя и сестра, и зять жили душа в душу. У них дома никогда даже громко не разговаривали, не ругались, жили в достатке. 2 сына и дочь. И вот дочь повесилась. За несколько дней до своей смерти она сказала матери, что ей приснился сон. И во сне она вышла замуж за черта. А за год до этого она с подругой снимала с петли брата подруги. Никого из взрослых не было рядом, он был уже мертв. Она его держала, поднимала вверх, а подруга перерезала веревку. Скажите, пожалуйста, это могло как-то отразиться на ней? До сих пор этот вопрос мучает, почему так произошло. Могла ли душа висельника как-то повлиять на то, что она повесилась? Могло. Смотрите, когда человек умирает, запрещено к его телу подходить кому-либо, кто по крови не родной. Любой, кто подойдет по крови не родной, будет наказан. Много раз бывало, что батюшки, которые подходили, поправляли что-то у мертвеца и так далее, потом заболевали, их отчитывали ведьмы. Такие случаи бывали. Дальше. К чужому мертвецу никогда не подходите. Как бы вас ни просили омыть, помочь, если вы по крови не родственники, не подходите к этому мертвецу. Это раз. Накажут. Нет, ну вот в смысле, а если увидел кого-то повесили, ну, можно же помочь Если он снять? уже умер, нет. А снять нельзя помочь? Если он уже умер, Ну, все. Пускай нельзя? нет. Пускай идут родные, близкие, снимают, режут и спускают. Он может отомстить. Этот момент ухода души, мучения души, когда он между мирами, любой, кто касается его тела, может жестоко за это расплатиться, может уйти следом. Просто знайте. Ну, как бы логика здесь в чем? Нельзя некровным родственникам. Если он был живой, они пытались спасти, другой вопрос. Но если они увидели, что он уже умер, надо было позвать родных, надо было позвать там людей, которые этим занимаются, собственно говоря, и так далее. У них уже энергия налажена, понимаете? Ну, имею в виду судмедэксперты и все. Они уже с этим мертвым миром настолько общались, у них привыкло это все, как бы их энергетика, да? Ну, и не случайно они выбраны мирозданием, чтобы они занимались этим всем, хочу ну вам вот сказать. бывают разные ситуации. Например, проезжаешь мимо аварии, или ты пришел
увидел чудо. Ну, например, у вас в доме там работает домработница, Ну. пришли воры, ее убили, но вы же в первую очередь что думаете? Помочь там сделать искусственное дыхание, а она уже мертва, а вы не понимаете, потому что шок, как бы, что от этого будет? Можете быть наказаны. После этого нужно отчитать себя. А, То есть это не говорит о том, что вот это как бы приговор, если вы коснулись. Я уже говорю, Роксана, у этих людей энергетика привыкла к мертвому миру. То есть они уже привыкли к этому, они с ними работают. Ну, свекор это же как бы родственник считается. Свекр родственник, но к свекру тоже нельзя подходить, потому что ты не кровный родственник. Могут подходить его жена, потому что они вместе жили, у них есть уже эта энергетическая связь, сестра, дочь, брат, сын и так далее. Желательно не подходить. Беременным женщинам вообще запрещалось на похоронах появляться. Боялись подселений, вообще больных детей рождения. Так вот, после того, как вам пришлось это делать, нужно отчитываться, отчитать себя. Вот этому ребенку, который повесилась, да, ей не просто так приходили сны, что она вышла за черта. Родителям нужно на такие вещи обращать внимание. Они говорят: ой, да хватит херню, не говори уже, да замолчи ты уже, да не хочу слушать и так далее. Обращайте внимание, когда ваши дети такие сны рассказывают, это нехорошо. Я помню, когда, помните, самолет в советское время упал на детский сад, потом это засекретили, и настолько было страшно, когда, говорят, на следующий день место, где детский сад, всю ночь работали трактора, клумбы посадили, и мы, говорят, утром идем, а там посаженные клумбы, то есть даже памяти от этого детского сада не осталось. Это же больно, понимаете, для родителей, которые хотя бы хотели уважения, да, какого-то. Самолет, пьяные летчики были, пьяные. Не написали пьяные, чтобы родственники получали пенсию. Специально, в общем, написали, что там какая-то неисправность и так далее. Самолет упал на детский сад, и дети погибли. И многие дети перед тем, как это случилось, они сны видели и рассказывали. Они были большие дети, 5 лет, уже, следующий год в школу идти. Они уже были большие достаточно дети. И рассказывали, и родители не обращали на это внимания. Один ребенок закапризничал, утром не хотел идти. И долго его уговаривали, пока привезли, они увидели, что детского сада уже нет. А одна девочка матери сказала: мам, у меня ночью черный человек схватил меня у тебя, отобрал и забрал. Мамочка, не отдавай меня никому. Начала плакать ночью. Представляете? И она себя винила в том, что она не обратила на это внимания, и нужно было что-то делать и так далее. Так вот эта девочка могла просто пойти повеситься без никаких причин. Никто ее не обидел, ничего. Вы думаете, все самоубийства совершаются людьми, отчаявшимися в жизни, у которых уже выхода нет? Наоборот, когда у человека отчаяние, когда у человека нет выхода, когда человека прижимают к стенке, когда человеку просто невозможные вещи творятся, да, с человеком, у человека есть такой инстинкт стремления к жизни. Человек хочет назло всем выжить, подняться и доказать, что он сильный, и он прошел. Берут на весь мир, позорят людей, показывают постельные сцены, понимаете, показывают там их голыми, да какие вещи только не творятся, и руками близких, родных людей. Но при всем этом человек не идет и не кончает собой. Он переходит, то есть он может пройти Освенцим, он может пройти любой другой плен, войну, он может потерять всех и подняться, и доказать через некоторое время, что он сильный человек. Чем больше боли, чем больше плохого в человеке, то есть с человеком случается, тем сильнее у него жажда жизни просыпается, и он назло хочет выжить и всем доказать, что он сильный, и он смог справиться. А вот чаще всего вешаются люди без каких-либо причин. Как ни странно, не только те, которые нету другого выхода. Иногда, больные, психически. да, психически больные, а некоторые есть, которые, например, наркоманы, которые понимают, что они не могут справиться, не хотят делать больно своим родным, и они кончают собой. Были такие моменты, когда с машиной прямо в реку они... не хотят они причинить боли. Они еще не настолько конченые, соображают, понимают. И они... То есть вот такие моменты. Так вот эта девочка, почему повесилась? Скорее всего, некоторые голоса просто приказали, что нужно это делать. Я вам расскажу из своей жизни случаи глупости в детстве, когда я, посмотрев на камни
значит, фотографию умершего молодого парня в детстве, сколько там, ну, в общем, в подростковом возрасте я ходила. Да, это случилось в 1972 году. Я шла по кладбищу на Пасху, в общем, вышли там всем народом, есть такая традиция, выходим на кладбище с бабушкой пошли. И я увидела этого парня, очень красивая фотография, очень прям писанный портрет, но молодой парень, красивый, естественно, его возраст. Я сказала: ой, вот бы за такого выйти замуж, сказала своей подруге. И она говорит: ты что, дура, что ли? Испугалась, потому что, ну, я-то ничего не боюсь, понятное дело. Я сказала и ушла. И этот парень начал мне во сне приходить. Звал меня, брал меня за руку и говорил: пойдем, я хочу на тебе жениться. Ты же обещала, что ты выйдешь за меня. Я пришел за тобой, я пришел тебя забрать. Уже ночью кричала, бывали такие моменты. Меня бабка отчитала. Она, ну, тогда моя прабабушка уже не была жива, но бабка моя отчитала как от страха, и это прошло. То есть у нее не было такого видения, как у моей прабабушки. Она меня не поняла ничего, не ругала, просто подумала, что я после посещения кладбища что-то там схватила, что-то спохватила, что-то принесла домой. В общем, это меня мучает. Я начитала, он ушел. Я увидела последний сон, когда он так посмотрел на меня, как с укором, отвернулся и ушел. И вот прям ушел, растаял в каком-то тумане, и больше я его не видела. Так что случайные слова, случайное прикосновение к мертвому миру, еще что-нибудь, чужой мертвец, они могут привести к суицидальным таким или к смерти. Но если ваши дети, подростки или сколько там лет, неважно, вам говорят о том, что у них есть такие видения и сны, это вам сигнал, что вам нужно найти человека, который отчитает и поможет. Не игнорируйте это. Вот и все. Да, еще один случай на Украине, когда женщина зашла, резко, и дочь лежала на диване, смотрела фильм. И она зашла, и резко ей показалось, как будто дочка лежит в гробу. То есть она уснула, и это серый диван, ей показался прям гроб. И она посмотрела, ей стало плохо, а потом она себя поругала: вот ты скотина, что ты там, какие мысли думаешь о своем ребенке. И она не стала дальше об этом думать, то есть она себя встряхнула и забыла об этом. Через 3 дня ее очень жестоко убил маньяк. И вот она это вспоминала, аж дергал ногти, выкалывал глаза. Ой, жутко убил молодую красивую девушку. И она вспоминала и ругала себя, что она почувствовала это. Если у вас есть такие предчувствия, надо этого ребенка отчитать. Как бы вам этого не хотелось, как бы вы этому не сопротивлялись, это все вам не просто так дают. Это предупреждение. Давай дальше. Мне часто снится умерший мой дедушка. Он является как будто живым, разговаривает со мной и всегда говорит, что он счастлив. Последних несколько лет напоследок он обнимал меня и уходил. Сегодня он снова приснился. Во сне еще был мой муж. Дедушка спрашивал, как у меня дела, обнял меня, сказал, что все будет хорошо, и обнял мужа тоже. А потом сказал: я иду кушать, пойдемте со мной. Я ответила, что мы останемся дома. Дедушка сказал: если будете скучать, то приходите. И ушел. Нехороший сон. Кушать с мертвецом, приглашение на ужин с мертвецом. Будет скучно, приходите. Объятия. Это нехорошо. Если после этого последовали трудности, финансовые трудности, какие-то другие трудности и так далее, желательно этих людей отчитать. Это от этой связи отсечь, чтобы он больше не являлся и вообще не приходило. Иногда близкие родные вас не нацелился на них и хочет забрать. Но если после этого сна начались нехорошие вещи, это нехорошо. Через некоторое время он опять может прийти. Вот. Да, Илона, тяжелая болезнь и что-то еще такое нехорошее. То есть после того, как они приглашают или говорят: поехали, пошли, или за руку тянут, и ты просыпаешься, это нехорошо. Нужно себя отчитать. Что еще у нас? С моей бабушкой был в ее детстве такой случай. В живых, конечно, ее давно нет.
Ее послали в один дом к родственникам на словах что-то передать для тети. Надо было. Это еще в 1930 году примерно. Идти пришлось через лес и далеко. Ей было 10-11 лет примерно. Дошла она в сумерках туда, постучала в двери. Тишина, никто не открывает. Опять она постучала. Открыла дверь, это ее тетя, и впустила. Стоит и молчит в коридоре, дома темно. Бабушка прошла в дом. Каково было удивление домашних, как она попала в дом. Никто не вышел к ней и не впускал ее сюда. Но бабушка ответила. Тетя впустила и не разговаривала с нею. Домашние переглянулись и сказали, она уже умерла 3 дня назад. Как это объяснить? Никто не ответил. Вопрос, что это было, как это произошло? Бабушка во сне так шла или Нет. как? Она пришла домой что-то передать. Ей открыла дверь женщина. Не разговаривала с ней, ничего. Открыла, впустила. И она стояла молча, дома темно. Когда ее уже увидели, сказали, а ты как зашла? Тебя никто не пускал. Меня открыла вот женщина. Они сказали, она 3 дня назад умерла. Угу. Смотрите, помните, у нас зритель писала, что она пошла за угощением для гостей, да, летом они сидели на улице, у них веранда или что там было. А потом увидели, да, они увидели, как она в другую сторону ушла. То есть они не поняли, что знает, почему она ушла, или она вышла, зашла. В общем, они ее увидели, а она на кухне была. И когда она вышла, они как-то сказали, а что ты там делала? То есть она начала клясться, что они ее видели. После этого она написала, что у нее мать умерла через некоторое время. В общем, или тяжело. Или мне она лично написала, сейчас не помню. Она сказала, или внизу под роликом, что да, после этого мне... Я же сказала, после такого обязательно должно что-то плохое было случиться. Это смерть. Это сила смерти приходит. Либо тебя забрать, либо кого-то из близких. Поэтому двойников видишь. Так вот, смотрите. Значит, случай хочу вам рассказать, чтобы вы поняли, что мир мертвых нас слышит. Как она открыла? Этой женщине, смотри, призраки могут открыть двери. Пока они здесь находятся, пока они находятся в этом мире, только что умерли, да, у них есть энергия, сила. Греметь, открыть, закрыть дверь. Вы же видели много раз, например, кто видел в своей жизни, что дверь открывается, закрывается сама. Вещи раз, перемещаются. Да, и закрылась. Вещи перемещаются. То есть первое время у них есть эта сила делать то, что вот открыть, закрыть. Вот пришла женщина, постучалась. Душа открыла ей. Почему она показалась чужой женщине, а не домочадцам? Потому что домочадцы бы испугались, они же знают, что она умерла. А эта женщина же не в курсе. Она по привычке своей, как в жизни делала, она просто открыла дверь. Ничего не сказав, впустила человека и закрыла. Обыкновенно призрак открыл и закрыл дверь, но женщина ее увидела. Женщине она показалась, потому что она чужой человек, не стала ее пугать, показалась в обличии человека, и все. И такое может быть, ну, в начале, когда только человек умер, потом уже нет. Мне рассказывал человек-таксист. Он говорит, женщина села ко мне с букетом цветов и говорит, какой-то там перекресток и так далее. Я, говорит, ей говорю, ну я вас отвезу, только там ни жилого дома, ничего нет. Зачем вам туда ехать-то? Там же вроде вообще ничего нет, какой-то пустырь. Вы знаете, говорит, нечто невероятное произошло. Мне приснилась моя покойная дочь и сказала, мам, приходи ко мне навстречу вот на это место. То есть говорит, вот это вот перекресток там, в общем, проезжают, и пустыри, рядом склады большие, то есть нежилое место. Я буду тебя там ждать. Я, говорит, сначала не очень хотела это, но потом подумала, любопытство берет верх. У меня дочь говорит, приходи туда, навстречу со мной. Понимаете, я вот купила цветы и иду. Я не знаю, что я там увижу, что там будет, но я хочу поехать. Это же мой ребенок меня зовет. Я, говорит, естественно, как-то оторопел, ну, ничего не сказал, ну, хорошо, я вас отвезу. Он отвез эту женщину, высадил там, деньги получил, естественно. Вас подождать? Нет, 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 не надо, спасибо. И он уехал. Он уехал обратно, говорит, возвращаюсь через, там, может, 40 минут с чем-то. Проезжает и видит авария, милиция, люди, женщина лежит с цветами. Попала под машину.
погибла. Ужас. Забрала. Забрала. Вот она сказала: мам, приходи на свидание ко мне, на встречу со мной. Забрала. Вот, собственно, вот так. Они живые, они видят, они... Ну, она тоже недавно умерла, то есть еще в этом горе, когда вы теряете человека, или, ну, даже если у вас не горе, там, например, бабушка ваша, которая уже старая женщина, должна уйти, в любом случае вы очень острые и этот момент ощущаете, но человек живой был, а сейчас нету, да? Сейчас земле отдаете. И вот в этот момент, самый такой момент, вы можете видеть, это самый опасный момент. В зеркалах отражаются, вещи передвигаются и так далее. Почему? Потому что это самый такой момент, когда стресс открытый у вас в сознании для них, и они больше всего могут себя проявить. А потом все меньше, 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 и потом уже исчезает. Давай. И у меня просто, понимаете, я сейчас извиняюсь, почему я вам рассказываю и потом говорю случаи, чтобы вы поняли, да, сопоставили. У меня в жизни столько было случаев этих рассказов людей. Естественно, я с этими людьми работаю, я с такими тяжелыми случаями работаю, поэтому у меня, наверное, целую книгу можно выпустить из того, что было в потустороннем мире, вот с чем сталкивались люди. Ну, еще и мы слышали и рассказы, да, мистические рассказы там. Ну, мистические так говорим мы просто так, для обозначения. Так-то мистики там никакой, это реальность. Говори я. Угу. Мой сын трагически погиб на 40-й день после поминок, легла спать и не спала почти. На улице светил фонарь, светло как днем. Часов в 5 утра кто-то накрыл меня покрывалом, аж с головой, половина которого была на вертикальной половинке дивана. Вопрос, как это возможно и почему произошло? Еще раз, я говорю что-то и потом... Ну не читайте. Продолжение, да. Мой сын трагически погиб на 40-й день после поминок, легла спать и не спала почти. На улице светил фонарь днем. Часов в 5 утра кто-то накрыл меня покрывалом аж с головой, половина которого была на вертикальной половинке дивана. Вопрос, как это возможно? Я вам сейчас скажу из своей жизни. Я лежала на диване, одна спала в той квартире. И я чувствую дыхание. Прям мужское дыхание, причем такое страстное. И я сразу ощутила внутренним таким чутьем день, что меня сейчас просто обнимут, схватят. Знаете, дорогие друзья, вот такие вещи могут представить, поверить в это люди, которые это прошли. Люди, у которых не было такого, сколько хочешь рассказывай, они скажут: да ну, это фантастика, это вам показалось, это какое-то состояние, это во сне. А люди, которые реально эти объятия, вот это физическое, вот это вот чувствовали, эти люди знают, что это реальность, это было, они сами это чувствовали. Прерывистое такое дыхание, страстное мужское дыхание. И я чувствую, что меня просто сейчас вот просто схватят. Страха нет, есть любопытство. Вот как ни странно, у меня не было такого жуткого страха. Я знала, что мне ничего плохого не сделают, но что обнимут и сзади резко просто, вот, как вам сказать, вот как мужские сильные руки обхватили. Меня просто обхватили вот так и держали, наверное, пару минут. А потом раз отпустили, и все ушло. Иногда там бывали такие моменты, когда просто лежишь, читаешь что-то, смотришь что-то, и такое ощущение, и резко хватает тебя за ноги. То есть такое, как будто вот кто-то просто присел тебе на ноги. Сейчас скажу, какой был момент. Лежу, сплю, просыпаюсь. Прям вот чувствуешь, всем своим... Здесь есть, ты не одна. На ноги некто. Ну, непонятно, физическое, прям вот, ну, давит на ноги. Прям вот так ложится. А потом встает с ног и давит на диван, то есть и перепрыгивает. Это реальность, но оно было там. Там это местность такое. Там это сила, которая там обитала. Эта сила очень агрессивна была ко мне изначально. У меня там жизнь был адский. Но потом мы с этой силой подружились. И эта сила начала меня оберегать, наоборот. То есть это очень зловещая сила. Кто в этой квартире будет жить, я им не завидую. Мало того, что я там
жила, брала, но я почищу, я сделаю все, чтобы следующий человек там спокойно жил, да, я оставлю нормальную. Но эта сила, она там живет. Это не, да, ну, квартира-то не старое место, просто она построена на захоронении древнем, старом захоронении. Там все было кладбище, все Бутово, Ян. Кладбище самоубийц и на этих казненных во времена Ивана Грозного. Все Бутово – это огромное кладбище. Поэтому там очень так веселые. Поэтому там такая растительность буйная. Где бывает лучше всех деревья? На кладбище, на человеческом прахе. Вот. Так вот, насчет вот этого, что укрыли, да, вполне возможно, и это не фантазия. Некто что-то вот просто кинул на вас это одеяло, укрыло. Это не обязательно, что ваш сын. Это, может быть, поселилось там кто-то, некто. Еще раз говорю, смотрите вот по обстоятельствам. Если постоянно он приходит, если после прихода таких сил, таких моментов у вас случаются нехорошие вещи в жизни, это нехорошо, это надо от него избавиться. Если один раз, два раза, ну, тут ничего страшного не есть. Порталы у нас иногда очень активные. Понимаете, вот мы можем идти по улице, вдруг нас кто-то позвал. Мы раз посмотрели, никого нету. Ну, один раз так было, и что теперь? Ничего страшного. А еще такое вот может если быть постоянно... 10 лет в одиночестве начитался любовных романов, поэтому не надо путать. И спит вот без это. трусов. Я вам скажу, женщины, у которых очень сильная сексуальная энергия копится, они на эту энергию идут. Это инкубы. Инкубы, суккубы. В общем, инкубы – это мужского плана, суккуб. Вообще, если дословно, инкуб означает сверху лежачий, суккуб – снизу лежачий. То есть женские, мужские сексуальные духи, которые вампиризируют, забирают энергию вот нерастраченную. Но в этих случаях это был не инкуб, это было совершенно другое нечто. Но вот эти объятия до сих пор помню, у меня прям дрожь по телу, потому что это реально физическое воздействие. Ты никогда не чувствовал такое? Нет. Тебе повезло. Я бревно. Тебе повезло. Ко мне не придут. Знаешь, почему я тебе скажу? Потому что знали, что ты придешь, будешь моим помощником, и тебе это все не дали, чтобы ты потом мне мозги не делал. Ой, мне ночью обняли, у меня такие сны, что это означает? Вот карты кинь, посмотри и так далее. Это очень меня устраивает, потому что я настолько от всего этого устаю, чтобы еще и дома тут сидеть и это все выслушивать, я бы застрелилась тогда. Я вообще никаких вопросов не задаю, я самый Она вообще ничего задает. Никогда в жизни ничего ей не надо, и все нормально. И это хорошо. Так, это что тут у нас началось? Да, выкинула эту хрень. Это наша хавна-группа, наверное, опять влезла сюда со своим хавном. Понятно. Суккубы им под низ. Да, как один из Одессы товарищ говорит: «Хавницо! Хавницо!» Когда его очень сильно обидели, он там снял целую лекцию про хавницо. И всю лекцию говорил про хавницо. Вот ты, говоришь, вот ты перемешиваешь же воду от хавницо. Они же хавницо пахнет, это вода же. 2 часа, и так и не поняла, про какой хавницо сказать. И к чему это было снято вообще? Вот про говнецо. Ладно, хрен с ним. Забыли. Давай дальше. Отдыхала в Сочи у брата. Дом в горах. Ключи не взяли, забыла. Приезжала пара молодых людей. Помогли открыть дом. Привезли запасные. Уехали. Вдруг в дом вбегает девочка, дочка друга, который тоже гостил здесь же. Они в это время в Дагомысе купались на пляже. И спрашивает: «Ну как у тебя дела?» Я отвечаю: «Все хорошо». И убежала в калитку. Я решила, эти люди уже вернулись с моря. Занялась приготовлением ужина. Вечером очень поздно выяснила, что она с отцом была на море и здесь, в Сочи, быть реально не могла. Что это было? А у этого ребенка после ничего плохого не случилось? Вот это важно нам знать, потому как если человек видит любого двойника кого-либо, это значит, у того человека что-то плохое в жизни произойдет. Если это было не очень давно, и если после этого просто какие-то мелкие проблемы были, в любом случае желательно этого ребенка отчитать, потому что это означает, что этот ребенок недолго будет жить. Если уже некто ходит как двойник этого человека, это говорит, что сила смерти за этим человеком ходит. Вот она показалась ей там.
Такое может быть. Я лично такое видела, когда, ну, не может быть, чтобы она здесь... В общежитии ночью выхожу по своим делам, открываю дверь и вижу нашу преподавательницу, которая сидит и руки моет. Значит, возле этого 2 часа ночи она при полном параде с этими бусами, все такое, моет руки. Я говорю: здравствуйте, Ирина Владимировна. Она вот так кивнула, ничего не сказала, просто так кивнула, повернулась и вышла. Я пришла, хотела сказать: девочку, знаете, я ее видела, но не стала их будить. Утром говорю: слушайте, у меня либо сон, либо бред. Я Ирину Владимировну видела, она там моет руки. Они, конечно, посмеялись, сказали, что, значит, надо спать вовремя, чтобы всякое там не снилось, и нечего там шастать по ночам. Ну, в общем, надо мной посмеялись. Мы поехали в университет и узнаем, что Ирина Владимировна очень тяжело больна. Она болела 3 месяца и умерла. Вот так. Так что увидеть в каком-то непонятном состоянии человека, который никак не мог там быть, это нехорошо. Ну, естественно, я тогда не могла, да и сейчас я не могу. Хочу сказать, что мы не имеем права никому помогать, пока не обратились. Мы можем посоветовать, можем вот объяснить, что это может быть. Люди сами должны делать вывод. Никогда ни одна ведьма не должна лезть туда, куда тебя не просят. Если человек умирает, но тебя не просит, никогда нельзя предлагать самой свою помощь. Не просили, а ты пойдешь... Помните, когда дело касалось вот Олега, как там этого человека, и Тайган? Угу. Вот, помогите, спасите. У меня никто не просил. Я сказала: пускай просит его секретарь, помощник. Пусть просит, я помогу ему, чтобы эти суды остановились. Я это могу сделать. Но у меня не просили. Там девочки писали у него там в форуме, сказали, что их заблокировали. Все. Человек не хочет этого делать. Почему я должна этому человеку помочь? То есть помочь этому человеку, все решится, да? А потом этот человек где-нибудь услышит, например, скажет: вот Инга вам помогала, там сделала ритуал. Он скажет: какая Инга, кто она вообще такая, какого хрена, кто ее просил. То есть оскорбит силы духов, которые ему помогали. Эти духи мне отомстят. За что? За то, что их оскорбили из-за меня. Что я влезла, да, и попросила у них за того человека, который потом их оскорбил и сказал, что это все фигня, и этого не существует. Понимаете? Поэтому пока человек не попросит, я не имею права. Но в любом случае я пошла навстречу людям и дала ритуал, да, к богу Ацха для спасения живых существ, животных. Я сказала: вот я не буду этого делать, я не буду вмешиваться туда, куда меня не просили, но если вы так переживаете, берите этот ритуал, проведите и поможете этому Тайгану. Тайган-то закрывали, а сейчас он же не закрыт, суды же прекратились, то есть люди начали этот ритуал делать. Сейчас начал продавать своих тигров и его. Да, но он продавать он не для того, чтобы закрыть. Он чтобы уже... заработать? Ну, да, оборот делает, то есть он дальше работает. Но кто-нибудь мне из этого Тайгана сказал: спасибо вам большое, вы такой ритуал, люди провели, и вот у нас все заладилось. Кто-нибудь сказал мне? Нет. И не скажет. Почему? Потому что они не просили меня. Имеют Да, право даже не те, говорить. кто просили, не все спасибо скажут. Да, те, кто просили, не все говорят, а тут вообще не просили. Так вот, ну, хотя бы сейчас силы меня не накажут. Потому что я не сказала, что я вот влезу и помогу туда, где меня не просили. Нет, люди сами сделали, людям не сказали спасибо, ну и пускай. Считает, что это он справился, ну и отлично. Но, по крайней мере, силы на меня не обиделись, что я их выставила в плохом свете. Понимаете, почему я вам объясняю? Ни одна ведьма не лезет туда, куда ее не просили. Когда мне говорят: вот вы поможете вот в этом случае, или там ребенок пропал, или еще что-нибудь мне писали. Я говорю: пускай родители этого ребенка мне напишут. Вот они не верят в это все, не верят, до свидания. Пускай ищут сами своего ребенка. Жестоко? Может быть. Но я тоже не хочу за них потом расплачиваться, знаете, объясняться с этими силами, получить удар за то, что я влезла, сделала, а они потом сказали: фигня все это, никаких ведьм нету, никакой магии не существует, мы в это не верим и все такое.
А потом я получу от сил за то, что нас оскорбили из-за тебя. Я поэтому говорю, я говорю, если, извините меня, если твой ребенок пропал, ты к сатане на поклон пойдешь, а уж тем более к ведьме. За любую соломинку будешь хвататься, чтобы твоего ребенка нашли. Или чтобы твой ребенок вышел из комы. Правда ведь? И вот говоришь, пускай родители попросят. А родители не хотят. Все тогда, до свидания. Ну, это же ребенок, это их ребенок. Если они о своем ребенке не переживают, если они свою гордость ставят выше, чем жизнь своего ребенка, пошли они нахер. Значит, они не имеют права на продолжение, значит, их ребенка заберут, и пускай они катятся. Потому что это тоже экзамен на то, насколько, какой ты родитель. Если ты действительно мать, и тебе говорят, обращайся к этой женщине, эта женщина может помочь спасти твоего ребенка. И ты не используешь этот шанс, потому что ты гордая, потому что ты не считаешь нужным кого-то просить, потому что это все фигня, и ты не веришь в это все, значит, ты не мать. Причем здесь ребенок? Пошел нахер отсюда. Опять эти чмошники пришли. Да пошла отсюда. Это не так вы поняли. Она имеет в виду, родители виноваты, причем здесь ребенок страдать должен. Вот я и говорю, вот эти тупые вопросы засуньте себе в одно место. Это именно так и задается. А при чем здесь ребенок? Почему ребенку не помогаете из-за родителей? Иди тупыцам объясняй. Почему я не помогаю? Не потому что я этого ребенка ненавижу, а потому что у меня должны просить, чтобы силы помогали человеку. Эти люди должны к этим силам обращаться, чтобы эти силы потом меня послушались и помогли. Если человек меня не просит, я сама прошу эти силы, я становлюсь посредником. Вот смотрите, вот ты идешь ко мне и говоришь, дай мне 1 000 000 рублей. Я говорю, у меня их нету. А у тебя есть человек, который мог бы дать? Есть человек, но я не хочу стать поручителем. Ведь этот человек скажет, я его не знаю. Я дам этот 1 000 000 тебе. Если он не вернет, ты будешь возвращать. Согласна? Ты говоришь, я 100% говорю, он 100% вернет. И я говорю, я не знаю, ты подпиши, я тебе отдаю, а ты отдаешь ему. Если не вернет, ты мне возвращаешь. Я говорю, ну хорошо. Человек взял 1 000 000, исчез. Этот приходит и говорит, отдай мой 1 000 000. Я говорю, ну это же не мне, ему. Он говорит, а я ничего не знаю, я этого человека не знал. Я отдал тебе, я тебя знал, я тебе доверился, и именно из-за этого отдал этот 1 000 000. Ты виновата, отдай мой 1 000 000. Я отдаю, потому что мне деваться некуда, я поручитель. Вот то же самое здесь. Человек не просит у меня, я иду, делаю этот ритуал. Потом человек говорит, да при чем здесь духи, колдовство, какая-то Инга Хосроева, если там вообще все случайно произошло, Боженька помог. И силы говорят, нас оскорбили, мы помогли, нам даже спасибо не сказали, ты виновата, ты за это будешь платить. Своим здоровьем, что-то потеряешь, где-то у тебя проблемы, начнется, деньги потратишь. Вот получай, потому что тебя не просили туда лезть. Понимаете, почему? Я объясняю, что мне надоело за вас страдать. И мне надоело за людей просто... Человек, элементарно, у человека ребенок был в коме. Мальчик. Упал, ударился, попал в кому. В общем, очень сильно ударился головой, или его там толкнули. Один момент. Помните Георгий, который мне принесли, отдали кольцо, да, поблагодарили за 400 000 почти, 370 с чем-то. Одна семья за спасение своего ребенка, выхода из комы, мне принесли, я не буду денежные благодарность говорить сколько, и кольцо. Меня отблагодарили. Они оценили жизнь своего ребенка и сказали мне спасибо. Ну, жизнь ребенка нельзя оценить, но да, но работу, хотя бы, да, благодарность. Они мою работу, ладно, неправильно я сказала. Они оценили мою работу, мой труд. Поблагодарили. То есть они этим силам дали посыл, что мы благодарны, мы признаем, что вы помогли, и мы благодарим вашего посредника. А вторая женщина, у которой сын был в коме, ударился головой очень сильно. Врачи боролись за жизнь. Я помогла. Я поехала, кое-что сделала и так далее. Не к ним, конечно. И ребенок вышел из комы. Все хорошо. Написала не она, а ее подруга. Ой, Марина такая счастливая сегодня летает. Я говорю, а что случилось у Марины счастливой? У нее ребенок еще пока там? Нет, он же 3 дня как вышел. Я написала Марине, Марина, у вас сын уже в порядке? Я должна закрыть работу. У вас нормально все?
Причем я не сказала, деньги мне дай, абсолютно было даром. Марина занесла мне черный список. Мне было очень оскорбительно. Я написала ее подруге. Она: Инга, я вас умоляю, ничего не делайте. Я вам сама оплачу. Я говорю, не надо мне ничего платить. Я не ради платы спрашиваю. Я стараюсь, я это делаю, я тоже болею, мне плохо. Ее ребенок вышел из комы. Она спасибо хотя бы может мне написать? Марина сказала: а при чем здесь она, если у меня дома там старая икона Богоматери, она мне помогла, все такое и так далее. Я говорю, а почему она тогда к иконе не обращалась, почему она через тебя просила, умоляла мне помочь ее сыну? Я говорю, я вас больше слышать не хочу, ничего мне от вас не надо. Я говорю, идите, все. Я не буду ничего делать ребенку. Ребенок здесь не виноват. Как вы говорите, причем ребенок, я тоже не стала ребенку мстить. Но через некоторое время Марина упала, разбила себе ногу, сломала, не знаю, что, она в этих спицах ходила, прям, ну, лежала. Ей там кости эти спицами собирали. Из-за этого она лишилась хорошей работы. Их отправляли в Италию, они там очки какие-то фирменные продавали, ездили, ну, туда, на эти совещания всякие. Ее, ну, вместо нее другую женщину отправили, ее работа больше понравилась. Марине сказали, ёбан забитая. Все. Потом эта Марина мне писала через одного человека, общего нашего знакомого, потом скажу. Да, я очень прошу, умоляю, я знаю, что я ошиблась. Я говорю, так иди к старинной иконе Богоматери, бабушкиной, попроси, она тебе поможет. Понимаете, вот о чем говорю. Один человек вот так благодарит, а другой человек заносит черный список, потом в наглую, еще без стыда и совести, через некоторое время приходит снова умолять о помощи. Я вам оплачу за эту работу. Сейчас я говорю, засунь себе туды свою плату и иди нахер. Почему людям кажется, что я многих обратно отправляла, они приезжали внизу, сидели, ждали, умоляли. Я сказала, нет. Вы что думаете, что если вы мне деньги хотите заплатить, я это буду... Я сказала нет и нет. Я сказала, сегодня я не принимаю. Она приехала в наглую, обманула, там, назначила другую женщину, попросила, сама приехала. Я чувствую, что этой женщине что-то не очень надо. Она так, знаете, быстро согласилась, во столько. И внизу, я вместо нее приехала. Я говорю, и нахрена? Ну, я вас прошу, я же оплачу. Я говорю, пошла вон. Я тебя не принимаю, и все. Просто знайте, ну, то есть, ну, к тому, что вот спасать надо, все такое. Знаете, вы, когда поработаете с людьми, и вы столкнетесь с человеческой подлостью, с человеческой гнилостью, просто ублюдством человеческим, вы поймете, насколько это омерзительно, когда ты ребенка заговариваешь от болезни, у ребенка лицо опухшее, могут вырезать просто, и шрам останется на всю жизнь, тем более девочки, да, когда там гной. И ты заговариваешь, через 3 дня этот гной проходит полностью, и у ребенка лицо возвращается в нормальную форму, а потом эта маманя идет про меня лает. И когда у этой мамаши спрашивают, а тебе не стыдно, Инга же твоего ребенка спасла, зачем ты? Она говорит, ну спасла, и что теперь? Я что, теперь не имею права ее оскорблять, что ли, из-за этого? Понимаете? Поэтому о чем мы говорим? Наказываются они, конечно, наказываются, но мне от этого не легче. Мне от этого не легче, когда ты себя чувствуешь использованной. То, что они накажутся потом, что у них там опозорится на весь мир. В любом случае, когда человек срет тебе в душу, одно дело, когда какая-нибудь долбанутая на всю голову, там ударнутая пыльным мешком идет, там снимает какую-то херню, никому не интересно. Это ты смеешься, дальше идешь. А когда ты человеку помогла в тяжелую минуту, да, не дала сдохнуть, а человек поворачивается и тебе такое делает, очень больно. Проходит время, узнаешь, хреновая жизнь, а кто-то вообще помер. Ну и что? Ну в этот момент, представляете, какой срач в душе? Очень мерзко. Поэтому вы сначала поработайте вот с этим количеством неблагодарных скотов. Потом я с вами поговорю. Я не имею в виду людей, с которыми я работаю. Я имею в виду, что за столько лет практики было и очень много неблагодарных тварей, понимаете? Которые вот так ценят твою работу. Давай дальше, я. Скажите, пожалуйста, может ли душа на какое-то время входить в тело живого человека? Угу. Была такая ситуация несколько лет назад. Я находился в компании своей семьи. Был день христианской Пасхи, но так как я уже был с вами, я ее не отмечал, а просто был в гостях, и выпал этот день. Приехали гости. Веду свой диалог, потому
Потом получилось так, что я вдыхал воздух и говорил то, что я совершенно не хотел говорить, голосом, похожим на моего дедушку. И когда все заканчивалось, я опять же вдыхал воздух и подпрыгивал на месте. Это было не один раз. Также что-то подобное происходило в моем детстве. Это нехорошо. У вас открытый портал, и подселение у вас случается часто, и оно может вас привести не к хорошему результату. Понимаете, человек, который склонен к подселению, то есть в него могут вселяться души, родных, близких, чужих, неважно. Такие люди могут и убить кого-нибудь. А потом эта душа внутри, которая она уйдет, а отвечать за эти преступления будешь ты. Надо отчитывать этого человека. Конечно, может. Когда человек неадекватный. Иногда бывает дома, мы неадекватно ведем себя. И даже у нас может быть какое-то временное затуманивание мозга. У вас бывало такое, что вы не помните, что вы ругали ребенка, а ребенок обиженный такой? Вы не можете себе простить, как? Я неужели такие слова сказала? Я не помню. Ну, я помню, что я там как-то закричала, но я такой... Настолько стертая память, вы просто не можете понять, как вообще, собственно. Но если у кого-то раз в жизни такой может, когда он очень слабые моменты, некая такая бродячая может вселиться, то есть, ну, на время овладеть разумом на несколько минут, и человек сам не свой какую-то ерунду сделает, а если он постоянно, значит, у него энергетическое поле настолько слабое, что он постоянно может... Надо этого человека отчитать, пока он не погиб. Да, к месту, пока я сказала, насчет людей, да, с которыми я работаю. Девушка написала несколько дней назад. Я не читала, я смотрела несколько смс, потом, когда в конце. Помогите, мужчина, мы расстались, он угрожает, он меня бьет, я не знаю, что делать, он обижает меня и все такое. Дайте мне заговор, чтобы не обижал. Через некоторое время, помогите, мы с мамой деремся, она меня обижает, дайте мне заговор, чтобы она не обижала. Я сказала, пошла бы ты нахер. Потому что столько тысяч работ дано, сидит над моей душой. Дайте мне заговор, чтобы не обижал, дайте, чтобы меня... И я 3 дня на канале. И я думаю, 3 года. 3 года на канале, ни хера не поняла, что ты вообще несешь. Сейчас я специально для тебя сяду и придумаю для тебя лично заговор. Понимаете, вышла из себя. Я говорю, пошла бы ты. Вот, с другого номера. Вот, все правда говорили, вы только маты можете, ничего вы не можете. Вы грубиянка, никакая не ведьма, все понятно. И под роликами. Все понятно, я 3 года сидела, лайки ставила, она меня нахер послала, никакая тут не ведьма, всех обманывает. Ну вот и пожалуйста. Примитивный животный уровень. Всех обманываете, я лайки ставила, Да не надо мне твои лайки, засунь себе в задницу. Лайки не надо было ставить, надо было сидеть и понять, что я говорю, взять, делать, провести что-нибудь, менять свою жизнь. Для чего ты 3 года сидела? Сидела, чтобы мне потом через 3 года написать, дайте мне какой-нибудь заговор, чтобы все меня любили, чтобы все было хорошо, мы с мамой не дрались. Вот для этого ты сидела, тупая курица, 3 года у меня на канале. Как бы тебя нахер не послать? Понимаете, вот сидит, не здрасте, не да, ай, мы деремся, помогите, дайте заговор. Или у меня мусульманская порча, я ничего не хочу делать, не хочу ни работать, ни купаться, ни дома убирать, ничего. Мне говорят, что у меня очень сильная порча. Я говорю, охренеть. Тогда такая мусульманская порча у половины населения Земли. Никто ни хера не хочет делать, ни убираться, ни мыться, ни работать, ничего. Я говорю, ты когда это рецепт этой порчи узнаешь, мне обязательно скинь, мне очень надо. Я 20 лет работаю в магии, но еще ни разу такую порчу не слышала, что есть специальная порча. Очень страшно сильная порча. Только жрать хочу, кушать, спать и работать ничего не хочу. На мне очень страшная порча. Или там, помогите, пожалуйста, я вешу почти 200 килограмм, дайте мне какой-нибудь заговор, чтобы я вот сразу похудела. Правда, я кушать люблю. А еще помогите, чтобы муж меня любил. Конечно, он гуляет, я тоже гуляю, но чтобы у нас все было хорошо, и помогите. И дайте какой-нибудь заговор, чтобы все было хорошо. У меня брат сидел 3 раза, в общем, по 3 уголовных, ну, в общем, 3 ходки сидел. Муж у меня 5 раз сидел там за разбой, за убийство, за нападение, за грабеж и так далее. Дайте мне какой-нибудь заговор, чтобы они стали хорошие.
твою ж мать. Сейчас я тебе какой-нибудь заговор дам, и тут же, значит, эти заядлые уголовники-рецидивисты оденут фраки, купят розы и принесут тебе кофе в постель, и будут говорить на французском. Я не знаю. Ну, не смешно. У них суть такая, сущность такая. Все, это бесплатно. Какой заговор? Дайте какой-нибудь заговор, чтобы они стали хорошие, чтобы больше бабушек не грабили, домой не лазили, чтобы больше в тюрьму не садились, чтобы сразу же стали академики, ну, например, как Ростропович. Тут же взяли это виолончель и пошли играть и зарабатывать миллионы. Мне вот так надо. Какой-нибудь есть заговор? Слушай, Ян, дай мне какой-нибудь заговор, чтобы у меня все в жизни сразу получилось, чтобы дураки не лезли. На всё, блин. Пожалуйста, вот что мне ответить таким людям? Когда таких людей нахер посылаешь, они, понятно, все, вот никакая тут не ведьма, это вранье, а она сама говорит, что людям помогает, а сама нахер посылает. Ну, нет у меня такого заговора от всех бед на земле. Вот просто такой заговор. Есть один хороший, называется «Пошли на 3 веселые». Вот это хороший заговор. Наверное, это самый лучший заговор от идиотов. Дальше идем. Машери, je t'aime. Вот такие Шершеля сидят в жопа, этих да? говногруппах и пишут. Вот такие, поверьте мне, именно такие, которых вот послали. Дай мне заговор, чтобы мой муж больше был хорошо. Сейчас иду уже писать. Уже бегу. Давай. Так. Я живу уже много лет в Боливии, это в Латинской Америке, и здесь есть такое поверье, что если кто-то умирает, то он заберет с собой еще 2 человек. Но не любых, то есть если умер дальний родственник, то в скором времени умрут еще 2 дальних родственника. Если умер кто-то по работе, то умрут еще 2, с кем ты сталкивался по работе и так далее. В общем, если у мужа умирает кто-то, то он всегда ждет, что умрут еще 2. Ему сначала не верила, но потом это каждый раз подтверждалось. Очень интересно услышать ваше мнение об этом поверье. Это не поверье, это реальность. Просто в Боливии, видимо, более умные люди в этом отношении, и они понимают, что происходит. Цепочка смертей открывается. Цепочка смертей открывается, и смерть приходит, сила смерти, она должна забрать несколько. Вот один умер родственник, через некоторое время умирает еще кто-то. Это и здесь так. Это и здесь так. Один умер человек, да? Кто-то еще ушел. Вот дедушка у вас умер когда? У меня бабушка сначала умерла, потом собака, Потом дедушка. собака, потом дедушка. Вот. Друг за другом. Ну, они от старости умерли, уже у них время было. Но в любом случае, они друг за другом ушли. Вот 3 смерти сразу. Дальше. Ну, вот элементарно, я по себе скажу. Вот моя прабабушка умерла. Через 2 месяца с чем-то ее двоюродная сестра умерла. Еще через несколько месяцев у них еще один там родственник умер. Везде так. Цепочка смертей. Хотя бы 3 человека должны уйти. Если не хотите, чтобы это случилось, надо закрыть цепочку смертей. Надо закрыть. Надо идти к знающему человеку, который вам объяснит, что делать, чтобы дальше смертей не было. Это практически у всех. То есть, не первый, не второй случай у всех. Просто в некоторых странах, особенно в Латинской Америке, они более серьезно к этому относятся. Да. Кровные родственники, как правило, кровные родственники. Или, там, муж с женой когда-то были, не еще кто-нибудь. То есть друг за другом уходят, из одного круга люди. Так что это цепочка смертей. Он пришел, то есть эта сила пришла, извиняюсь, одного человека забрал, еще несколько следом. Чтобы этого не было, нужно сразу после этой смерти заговорить, закрыть дорогу смерти, чтобы она снова не пришла за новой жертвой. И, наверное, еще один вопрос, и все на этом сегодня. Потому что мы уже с тобой 2 часа, собственно говоря, очень хорошо обсудили, достаточно. Так. Насколько мне известно, ранее существовал обычай, по которому воины носили с собой горсти родной земли, для того, чтобы в случае своей смерти на чужбине эта горсть земли первой падала в могилу. Да и бабушка мне говорила, что во время Великой Отечественной войны многие воины также носили с собой горсть родной земли, которая поддерживала и защищала. Можно ли отвезти на могилу отца, похороненному на юге страны, но родившемуся на крайнем севере, горсть его родной земли? Как это поможет его духу?
Смотрите, во-первых, у меня ритуал есть к родной душе. Называется. Ой, нет, к родной душе есть защита родной земли. Во-первых, они носили не только из-за того, что они умрут, и чтобы там, в общем, посыпали эту землю, да, на их могилу, еще для того, чтобы защитить себя. Потому что родная земля, она защищает, она обладает энергетикой. Это во-первых. Во-вторых, родная земля, взятая с того места, где человек родился, жил, сохраняет, он как предмет-посредник, он сохраняет связь с Родиной и душе дает покой. То есть вот эта тоска по Родине, она не мучает человека по той причине, что у него есть связь с родной землей, с родными, с родным краем. Это вот горсть земли. Как поможет родной душе? Его тоска остановится. Потому что каждая душа тоскует по тому месту, где он родился. Если умер на чужбине, в тюрьме, еще где-нибудь, и не пришел, не был перед смертью в том месте, где он родился, жил, он тоскует по этому месту. И поэтому, чтобы этой тоски не было, посыпьте эту землю, обеспечьте ему эту связь с местом его рождения, да, с его родиной. И его душа успокоится, тоски не будет. Вот почему. То есть из-за чего они забирали? Чтобы тоски не было, чтобы держать связь с родными местами. Это как бы дает им силу. Все делали наши предки подсознательно. Где-то научили их, где-то им сказали, объяснили. Это все имеет определенные символы и значения. То есть оно не просто так. Зная даже, почему именно так подсознательно, в любом случае они это делали. Это им помогало, и это им давало силу. Родная земля, во-первых, защищает. Во-вторых, обеспечивает связь. Почему мусульмане носят землю из Мекки? Мекки или Медины, да? Носят вот в кожаных таких маленьких мешочках, зашитые внутри, с каким-то амулетом, например, с чем-то еще. Они носят на шее, то есть носят землю из Мекки. Обязательно привозят оттуда маленькую горстку земли и раздают родным, близким, они носят. Они держат связь со своей святыней, то есть с исламской святыней. И если они уходят, им сыпят туда этим амулетом, они поддерживают свою связь с этой святыней, с святым местом, святой землей, в которую они совершают хадж, то есть паломничество. А до этого эта земля все время их оберегает. То есть они чувствуют связь с этой святыней все время. Вот о чем речь. То есть с каким местом ты хочешь поддерживать связь, землю такого места ты носишь. У меня есть земля из Кавказа. Я храню, и она мне дает определенную силу. Есть такой момент в армянской истории, когда пленили армянского царя Аршака и закрыли в крепости, и посыпали половину его этой, как бы, клетки, вот где его содержали, половину армянской землей, половину персидской землей. И когда Аршак вступал на персидскую землю, он с поникшей головой шел, как пленник. Как пленник шел, значит, уже смирившийся с судьбой и так далее. Как только нога вступала на армянскую землю, он становился свирепый, дерзкий, начинал кричать, что он еще им покажет, этим персам и так далее. А потом шагал дальше и вдруг, наступая на землю персов, опять поникал головой и опять смирялся с судьбой. Правда это или легенда, но это говорит о том, что родная земля дает силу. Понимаете, вот в чем дело. Все, наверное, дорогие друзья, на сегодня достаточно, потому что мне уже 3-4 листочка сделали. Будем вот весь год постепенно вот этот вот эфир, пускай люди сидят, это переваривают. Начинайте писать уже новогодние вопросы. Да, сидят, уже читают и так далее, и постепенно мы в течение нескольких месяцев это все эфиры снимем. Зато они должны быть полные, да, и информативные, не просто так, лишь бы что-нибудь. Собственно, вот так. Все, дорогие друзья, всем удачи. Каких сладких снов? Мы сейчас идем печатать и работать. Да, Рыжик пришел, разлегся и лежит. Сейчас домой пойдет. Пока еще будет
ходить смотреть. Все, всем удачи и спокойной ночи. До связи.